Подключаюсь к серверу. Надо партнерку получать. Может там ты... Так, ребят, всем привет, всем доброго вечера, рад всех видеть, давайте подключайтесь потихонечку. Сегодня мы будем разбираться в производстве. Мы накопали уже достаточное количество руды, газа, льда, мунматов. Давайте сегодня попробуем часть из этого переработать. Захватим с собой пак чертежей для Чарона, полетим уже на наши производственные станции.
прикинем, что нам надо. Если что-то какой-то там по мелочи будет не хватать, мы это, пожалуй, докупим. Вот. Ну и поставим уже, возможно, все капитальные компоненты, возможно, какую-то их часть. Но уже начнем процесс по производству, по постройке Чарона. Вот, потому что помимо того, чтобы его компоненты сами построить, нам же надо будет еще, получается, непосредственно сам Чарон построить. В общем, сегодня стримчик будет посвящен именно этой теме. Возможно, чуть-чуть планетарочки. В общем, я потихонечку буду выдвигаться. Так, сейчас я на Минакаве. Давайте покинем корабль, сменим клона. Вот, так как у меня нету еще своей джамфуры, прыгать мы будем роркой, потому что нам нужно будет сейчас пожатую руду перевести на станцию, где максимальный для меня процент переработки. Ну и как бы все производственные цитадельки там. В общем, сейчас будем с этим разбираться. Фуми, здрасте, сегодня будет стройка? Каким калькулятором будешь пользоваться? Да, сегодня будет стройка. Сегодня разберемся с программой Iskperhau. Iskperhau, короче. Сейчас мы ее запустим, эту программульку. Будем, в общем, разбираться. Я дуб-дубом в постройке еще никогда ничего не строил в Еве вот, за весь свой богатый, да, опыт игры в эту игру. Но эта тема интересна. Будем открывать для себя новый контент. Привет, Диноденс. Я себе тоже построил Чарон, только все запчасти купил. Ну да. И такое может быть. Так, давайте перекинемся в клончика. Полетим. Сейчас мы на рорку нашу сядем. Вечер бодрый. Бодрый вечер. Приветствую взаимно. Так, на чем я туда полечу? Давайте на бобре. А хотя нахер нет, бобра мы здесь оставим сейчас. Прям на яйки и слетаем, в принципе. Так, я сейчас лечу садиться на рорку. У меня цинка уже подлогинена. Вот. Сейчас заберем рорку максимально руды. Вот, уже прям интересно пощупать, что как к чему. Потому что мне нужно понять. Я с планетаркой еще вообще не разбирался. Это будет как бы тоже такой, наверное, отдельный стримчик под это все дело. Но руды у нас больше, чем предостаточно. Для того, чтобы даже какую-то часть ее продать. Там какую-то, может быть, небольшую, да? Ну, я еще давно, кстати, хотел захватить... праксисы у меня в рорку не полезут, да? Мне надо будет что-нибудь сейчас еще продать. Чтобы, если нужно будет что-то докупить. Блин, мне или кажется, или вот я сегодня летал еще на факсе, там на Стратоп. Мы запилили один фортик фратов. И мне так показалось, что после вот этих обнов стал очень долгий варп. Ну прям реально долгий. Привет, ну наконец-то добрался до стройки. Интересно. Гудмаск, привет. Да, мне самому интересно, поэтому можешь, пока я готовлюсь, налить чайку. Включаю варп-двигатель. Вот, и скоро прям полетим уже. Чё к чему смотреть. Производство. Ну, мне надо будет сейчас по-любому докупить какой-то планетарки, вот. И оттуда уже будем исходить. Но, учитывая общую стоимость Чарона, там планетарки, наверное, мало. И, по-моему, какой-то один вид газа, или, ну, максимум 2, тоже, возможно, придется докупить. И будет небольшая засада, если его здесь не будет, если его здесь не будет по региону в наличии. Но будем что-то придумывать. Сибульба. Я вот строю сейчас Левиафана. Блин, офигенно.
слушай, но это же капец такое глобальное, блин, событие. Включаю варп-двигатель. Я, насколько знаю, у нас Сокорп строил Аватара в 3 окна всего. У него на это ушло почти 4 месяца. Но он скупал все материалы, там планетаркой занимался, короче. Но вот у него на это все ушло реально почти 4 месяца. Но оно того стоит. Зато он сейчас летает на своем аватаре прям счастливый, довольный, потому что он сам его построил. И это прям кайфово. Так, полетели мы на татарку. Давайте. Включаю Нет, варп-двигатель. мне надо, нет, не на татарку, сейчас, извиняюсь, мне надо на кипчик. Мне же надо в клона пересесть. Сейчас я пересяду в клончика. Это уже 3-й титан. Слушай, ну ты тогда, ты получается опытный в этом вопросе. Подскажи, пожалуйста, сколько у тебя уходит по времени на постройку титана? Ну, примерно, плюс-минус, сколько на это уходит по времени? И ты на покупку титана ты покупаешь материалы или стараешься сам, ну, добывать? Вот, самому приятнее, да дешевле в ЛЗ. Ну вот это да. Дешевле прям, ну, конкретно. Сейчас почем можно купить хул титана? Наверное, что-то очень дорого. Наверное, лямов 160, да, сейчас хул стоит? А если построить, наверное, ну, лярдов 70, да, наверное? Ну, я не знаю, я сейчас наобум говорю цифры. Просто наобум. Так. Давайте мы поступим следующим образом. Мы сейчас садимся в рорку. Летим в 1DQ. Выставляем на продажу там часть импов. Бустеров, точнее. И заодно так, а почему я не вижу татару? С татара я визуально видел кипчик, а неужели такая маленькая? Так, стоп, секунду. Да, татарочка маленькая по сравнению с кипчиком. Мэнфайр. А где чертежи брать, ё-моё, на титан? Ну, наверное, в контрактах. Ты вот сейчас что-то вопрос такой задал. Я, кстати, наверное, даже посмотрю. Финансы. Давай посмотрим. База контрактов. Поиск контрактов. Давай вот, допустим, введем. Давай Эребус. Вот смотрим. 210 лярдов. Это, подожди, это Эребус с фитом. Охренеть. Так, подожди, наверное, у нас все-таки чертежики. Ну вот, допустим, 1,5 лярда стоит набор чертежиков на Эребус. Это все покупается уже, как бы, вопросов с этим нету. Разрешение получено. Так, Сибульба, скупаю материалы по ордерам как могу. Нужно 2-3 месяца искать экономно. Ну вот, да, примерно так и получается, видишь? Уже несколько человек об этом говорят. Лефан продают за 220 билов. Мне обойдется в 175 примерно. 175 с фитом уже? Или просто хул? Так. Давайте на ророчку сядем. Так, и что я сейчас могу сделать? У меня получается, надо топлячок есть. Исогена нормально. Тут еще есть. Ладно, сюда я даже лезть не буду. Мне получается, надо сейчас что? Ты видел цену на чертеж нового титана? Кто-то сзади, да, видел, это просто какой-то кошмар. 1,5 триллиона же, да, по-моему, если не ошибаюсь. Это буквально спустя 6 дней после обновы. Кто-то, короче, заморочился прям конкретно.
Слушай, ну вот... видишь, тут 220 лямов и ребус стоит с фитом. Ну... Понятно, что это только внутри гунов можно будет купить. Но 220 лярдов, представляете, это вой. Это кошмар как много. И учитывая современные реалии, блин, я не совсем понимаю, зачем он такой дорогой. Ведь его, по сути, как-то использовать... Так, давайте я вот заберу вот эти вот бустеры. Вот этот бустер я схавать не могу. Так, а что у нас? Они только по контрактам. Ладно, пусть лежат. Мне там, в принципе, хватит. И давайте забирать руду. А она у нас вся не поместится. 384, а у нас 300 тысяч. Теперь вопрос. Мы заберем весь газ, это 100%. Мы заберем весь газ. И, в принципе, мы можем не забирать весь... Так, ладно. У нас очень много Арканора. Что мы можем не забирать? У нас очень много бистота. Вот, поэтому бистота, наверное, вот так вот сейчас отделим. 1000, наверное, под 150. Еще. Ой. Давайте 1300 уберем. Даже много. Ну ладно. Мы вот так сделаем сейчас. Что-то я не понял, стоп. У нас же тут газ еще, все, хорошо. Загрузились. Вот эта сумма, ну да, 1,5 триллиона иск стоит чертеж на новый Титан. Но кто-то же его купит. Так, хотел бы продать своего Вендетта, но пока никто не интересуется. Но такие корабли тяжело очень продать, согласен. Привет, у гунов реально диверсия и сожгли 50 тысяч имплантов. Евгений, да? Да. Реально диверсия, человек, приближенный к ЛШ Альянса, запросил роли после там какого-то долгого отсутствия. Но этого человека знали 10 лет. Вот, и он, собственно, сейчас в пандемиках. Короче, редиска. Но это игра. Поэтому я говорю, надо быть очень осторожными с людьми. Да фит там фигня, 15 лярдов с импами выйдет. Ну, в сопоставлении с ценой на сам хул, да, фит это ерунда. Так, а Айвон Мазер себе строил, обошелся 39 билов. Ну вот, а купить хул только 60 плюс фит. Ну, короче, почти в 2 раза дешевле самому построить. Да вроде купили уже, обалдеть. Ну, скорее всего, кто-то из паверблоков купил каких-то больших. Да, диверсия была, нам повезло. Не все импы сожглись, но это фигня, я уже восстановил свои. Гуны не такое переживают. Да, да. Но там на самом деле чуть-чуть как бы серьезнее ситуация. Там не только импы сожгли. Там довольно-таки много ассетов еще увел он. Но это на его совести, я думаю, карма такая штука, она когда-нибудь, даже с учетом, что это просто игра, он... Ну, ладно, не мне судить, я не люблю об этом говорить. Давайте опустим эту тему.
А в чем прикол его диверсии был? Есть информация уже? Ну, человек играет свою Еву. Для него это показалось каким-то, видать, разбавлением контента. Я скажу так, что этот человек сейчас в Пандемик Легионе с 14 числа. Мистер Алекс, привет. Ангар флота еще забивает. Да это зачем? Тут, в принципе, осталось-то... Господи. А, нифига. Осталось на 2 лярда. Так, ну хорошо, давай. В этом есть смысл. Мы же сейчас просто прыгаем. У нас получается на 80 тысяч. Мы 40 сюда можем воткнуть. Так, а скорее всего у нас там, подожди, у нас там руды на 2 лярда. Вот это, да? Да, давайте водичку скинем все остальное. И все-таки, да, перевезем по максималочке. Вот так. У нас получается лярд 200 еще осталось. Нет. Я все-таки... Я потом забуду, что у меня нифига нету. Я сейчас просто 2 раза прыгну. Я просто прыгну 2 раза и все. Все, давайте сейчас так, с Эдиком флот создадим. Все, сейчас давайте пару раз прыгнем. Типа хотел в историю войти. Ну блин, это ладно. Он в принципе вошел в историю, я думаю. По-своему, правда. Так, а что у нас с фитом? Стоп, подожди. Что у нас с фитом? Чего у нас не хватает? Что-то как-то странно после обновы переставилось. Такого не было у меня. Так, сжималка, все на месте. Паника. Так, вроде все нормально. Почему-то расстановка этих у меня изменилась. Жоподер, да. Да, уже, в принципе, хватает достаточно ресов, чтобы сделать все как надо. Ну, хотел попасть в историю, наверное. Нам еще повезло, что обошлось только этим. Он еще добрый. А ведь мог передать Кипстар фратам, и нам был бы капут. Но нет, там у него не было максимальных ролей. Он просто был в одной из Asset Corp Альянса. И да, он забрал, ну, довольно-таки много разных ассетов, но только с одной корпы, получается. Вот, если бы, наверное, да, ну, в общем, человеку доверяли очень долго, знали 10 лет его, непосредственно Ашер, да, и человек вот так поступил, причем этого человека Ашер знал, как и, по-моему, в реале, с ним знаком. На самом деле для меня не совсем понятно такой поступок, но я говорю, бог ему судья. Так, я сейчас лечу в 1DQ на кипчик. Мне надо выставить импы, бустеры на продажу. И пока мы с вами туда-сюда, короче, будем руду еще эту 2 раза перекидывать, мы, собственно, думаю, чего-то уже продадим и будем иметь понимание, что нам нужно. И также мне на кипчик надо сейчас будет сгонять, чтобы забрать комплект чертежей.
Там, кстати, ребята с нулей майнеры приезжают и говорят, что жить у нас в ВХ приятнее, спокойнее. А те, кто в нули переехали, сгорели и даже в Еву кто-то дропнул. Ну, такое себе, не знаю. Мне наоборот, для меня ВХ это что-то такое страшное. Ну, хотя, если вы там как коллектив живете, и вас достаточно много, вы уже разобрались, как вы все это дело дефаете. Наверное, да, наверное, именно в плане крабства и майнинга, возможно, там какие-то такие, да, тепличные условия. Чаром потом продавать будешь? Паш, нет, чаром продавать не буду, я потом буду стоить рею. Мне нужна джамфура. И как бы этот процесс сейчас наладится, да, и возможно я займу нишу, так скажем, производства фритеров и джамфур. И как бы потом мне нужна будет еще хель, мазер. Возможно, заморочимся и начнем вторым проектом строить хель. Ну, чисто уже для личного использования, опять же. Ну, и как я и говорил, все-таки логическая цель любого многоконного майнера — это все, что ты добыл, накопал. Самое логично будет пустить это в производство и уже продать конечный продукт. Это намного выгоднее, и как бы вот сейчас кто-то вот в этом осваивается, и все-таки уже, чтобы я копал именно с целью производства конечного продукта и продажи его. Салам Мюра, Чарон собрался производить? Да-да-да, именно так. Так, в тот момент я залогинил все окна и проплатил титановодов. Я уже думал, сейчас будет последний бой. Ну да, блин, на самом деле, я типа, когда пинги видел, я тоже так это поднапрягся, думаю, капец. Ай-яй-яй. Но на самом деле, да, если вот так говорить, ситуация сама по себе лайтовая. Как бы ничего такого мега там прям сильного по урону он не нанес. Вот, достаточно быстро на это отреагировали. Вот, поэтому, как бы, тю-тю-тьфу. Так, давайте цена ап. Все, полетели мы на цинку. Блин, как я люблю вот эти прыжки по цинке. Сибульба, ты слышал мою новую песню? Нет, дружище, нет еще. Разрешение Я что-то, если честно, так опять дня на 3, наверное, выпал с такого, блин, серфинга. Вчера вечером пинговали. Нет, я вчера не играл. Но обязательно посмотрю пинги, да, послушаю. Релакс, доброго вечера. Привет, дружище, привет. Так, давайте выгрузим вот эти вот штучки. Сейчас поставим их на продажу. Почем они? По 94. Мы давайте, наверное, по 90. По 90 поставим на продажу. Давайте на недельку. По 90 лямчиков. Продать. Блять, вот это вот. Тима, я сегодня, короче, прыгал. У нас был стратоп в кетче. Мы лопали фортик, и надо было факсом, короче, пройти несколько джамп-бриджей. Я, короче, почти 50 лямов у меня ушло, короче, туда-обратно на эти бриджи. Ну и плюс топляк еще на пропрыг. Так, что я могу продать? Сейчас давайте тогда что-нибудь быстренько продадим. А все дешевое. Так. Сибульба, может вам помочь можешь вам помощь какая нужна? Я пока что соло играю, стараюсь торговлю прокачаться. Могу жить... Так, понятно. Эй, демпингуешь? Ну, чуть-чуть. Ничего страшного. Мне трейдеры скажут спасибо. Дядя Кама, привет. Удачного стрима. Спасибо большое. Спасибо. От души, спасибо. Так.
Что же не продать? Давайте что-нибудь продадим. О, вот можно вот это вот метаморфиз давайте продадим. Только прям вот немедленно. Блять. Блин, что-то, конечно, бай-ордера вообще как бы в 2 раза. Бай-ордера прям в 2 раза. Так. Вот ссыль на песню. Что-то я не видел. Капец, я только что посмотрел 6 реклам по 15 секунд, чтобы продолжить стрим смотреть. Ну, это все вопросы к Твичу. Я здесь не при делах. У меня монетизация подключена, она работает, поэтому, ребят, прошу с пониманием отнестись. Реклама это наше все. Правда, я перезалью, что что-то произошло, и она искаженная, много высоких частот. Сибульба, понял? Надо, блин, может быть, ты в Дискорде кинешь? Обязательно на стримчике послушаем. Нет, хорошо, подождите, а что я тут парюсь-то? Я же могу продать этот предмет, выставить хорошо сейчас. Давайте. Ну это вообще по-свински, это что такое? На недельку по 90, просто я не все буду выставлять. У меня сколько сейчас? У меня 14 лямов. Давайте десяточку продадим. Во, как раз таки у нас все получается. Ага, продать. Для выполнения данного ордера требуется 13,5 лямов иск, из которых 13,5 сборы, а ваш текущий баланс составляет 14. И что тебе не так? Я что-то не понял. Там еще что-то, короче, дополнительно. Ну ладно. Так, этого нам хватит, короче, давайте тогда цинку. Блеха-муха, я цинку не отключил. Так, ладно. У нас, получается, есть Чарон пак. Давайте посмотрим, что у нас тут лежит. У нас лежит чертежик на Чарон. И непосредственно сами чертежи на кап-компоненты. Вот, поэтому мы сейчас это все дело давайте ложим сюда. И летим, короче, смотреть. Нам надо будет записать сейчас, какую нам планетарочку надо взять. И, кстати, сейчас тогда по прилету запустим Искперхаур. Как она правильно произносится? Программулька-то этого. Искперхаур, да. Так, закинул. Сейчас, секунду. Давайте посмотрим дискордик. Так, давай, пока циночка как раз таки у нас... она уже... Пока циночка откатывается, мы как раз таки сейчас... Ребят, послушаем трек Сибульбы. Это его новый трек. Так. Немножко громко, не совсем понимаю, как эту громкость здесь менять. Ну, блин, прикольно звучит. Такая мотивационная. Так, как сделать ее...
давайте сначала послушаем. In the most distant depths, where darkness reigns, a beacon of hope fights against the change through the silence of space. A cry for the free, abandoned, broken, as strong as can be. Galaxy far, keeper of the stars, our story to tell. In the cosmos forever we'll dwell, standing tall against the dark voice call. United we fly, Ghost War stands tall. In the heart of the stars, when we're wearing dreams of gold. Side by side, we face the more. Through the tempest of time, in the great unknown, in the shadow of deep stars, our strength has grown. With a fire in our hearts and steel in our gaze, we'll sail through the night, through the cosmic blaze. Galaxy far, keeper of the stars, our story. Короче, ребят, трек вообще чумовой. У меня очень много вопросов, но вкратце. Этот трек это небесный гимн, олицетворяющий неукротимый дух единства и доблести перед лицом космических вызовов. Песня повествует об эпическом путешествии Гунсварм, группы отважных искателей приключений и защитников, стоящих маяком надежды на фоне беспощадного космоса. Звучит круто, давайте дослушаем. We face the more. In the vastness of space, where legends are made, we've carved our path, never to fail. From the dusk of the stars to the end of the night, our alliance stands beacon of light, standing tall against the dark voice call. United we fly, Ghost War stands tall. In the heart of the stars, when we're wearing dreams of gold. Side by side, we face more. Блин, ну чума вообще, офигенно. Это очень круто. Слушай, а у меня вопрос. Получается, ты вокал этот, тут как бы, ну, кто вокалисты? Просто это настолько, блин, круто и профессионально записано, что я немножко в шоке. Да ёпарасоте, что за Сабра? Ой, Сабра. Так, а как нам выходить? Нам через весь бубль топить, да? Давайте будем тогда стягиваться сюда, на гаечку. А, она улетела. Ну, давайте будем вытапливать. А хотя мне зачем? Давайте, я что-то растерялся. Ладно, на меня трек немножко подействовал. Блин, ну, вокалист мой друг, офигеть. Я не перестаю удивляться, насколько все-таки талантливые люди в гунах. Причем на английском языке качественно вообще, я прям в шоке. Очень круто. Так, давайте в клоку уйдем. И нам прыгать надо через бридж. Включаю варп-двигатель. Слушай, а ты, Сибульба, как-то занимаешься прям профессионально именно написанием музыки, да? Какие-то, может быть, коллективы у тебя заказывают?
Или ты как хобби для себя просто сейчас? Ну просто это настолько, блин, профессионально все сделано, что... Я думаю, если ты только как бы вот сейчас начинаешь этим заниматься, у тебя очень большое будущее в этом направлении. Прям реально. Очень круто. Надеюсь, спустя небольшой промежуток времени ты также на одном из моих стримов скинешь ссылку на свой альбом. И мы его прям все вместе тут заценим. Так, нам там буквально еще там пару прыжков. Включаю А, нет, один даже. Погоним Рорку уже. А, кстати, можно ее уже андокать. Я же забрал. Так, секунду, я же забрал. Чертежики, да? Да, чертежики забрал. Все, сейчас их... Так, мне сейчас надо еще разобраться с типом этих производственных цитаделей. То есть татары, это норы, это у нас для добычи и производства. А, подождите. Реакции, по-моему, да, на этих? Ну, сейчас так, там подписано не будет. У нас тут есть сеть своих производственных цитаделей. Вот, но нам сейчас надо на татарочку будет. Да, вот мы сейчас... Включаю варп-двигатель. Так, стоп. Тара парковка. Давайте так. Включаю варп-двигатель. Так, Ророчка наша готова. Жаль, почему-то трек с завышенными частотами. Что-то багнулось. Сегодня залью новый. Не сам. Не, сам я предприниматель. Это просто хотел приятно для Альянса. Я весной еще начал думать над текстом. Вот завершили. Блин, ну круто, круто, круто. Вот в гунах такая есть, да, вот эта вот идея делать крутые вещи. Блин, я прям горжусь, что я в одном альянсе с такими людьми. Очень круто. Мое почтение, Лето. Привет, привет. Видеорекламу мой видел? Реклама амока американской карпы. Я думаю, обалдеешь от видео. Да, кстати, скидывали в карпу мне рекламный ролик. Я видел, да, тоже обалдеть. Задача была от SEO сделать что-то подобное для нашей карпы. Блин, ну на самом деле это прям, да, большой труд. Ну и офигенно все так сделано, и с саундом, и с монтажом. Мое почтение, правда, очень круто. Так, давайте прыгнем уже. Цина ап. Все, Ророчка пошла. Так, сразу докнемся. Разрешение получено. Так, давайте разбираться сейчас. Что у нас почем? Сейчас скинем сразу все это дело. Так, у нас тут получается на 8,3 лярда по оценочной стоимости. А, стоп, это вот... Да, ладно, там 8,3. Сейчас работает над видео истории гунов. Надеюсь, успею до конца года. Будет на 2 языках. Блин, это вообще будет такой подарок на Новый год офигенный, если успеешь. Новогодний подарочек Альянсу. Круто, очень круто. Так, давайте разбираться с типом. Вот у нас есть, получается, что? У нас есть ряд асбелей. Так, одна асбелька у нас T1 Capital Ship Comp. Структура. T1 Capital Ship компоненты. T1 ADB Large Med Small Ship. Окей. Basic Large Med отлично. Equip Ammo Drones Fighter. И ADB Comp
Т1, А2 компоненты, копи и ивент. Нам... Электромех. Привет, привет. Привет, привет. Фу, блин, что-то столько много нового. Я немножко путаюсь. Так, давайте начнем. Capital Armor. 5 прогонов. Так, использовать чертеж. Так, нам надо как раз вот пятерочку, да? Давайте теперь разбираться. Чтобы вот этот сделать капитальные компоненты, нам надо. А вот для всех пятерых, да, вот все, 5. Нам надо, короче, миники. Ладно, миники мы сделаем. Нам надо, короче, какую-то херню. Organic Mortal. Это планетарочка. И я так понял, вот эти реакции, да? Так, вот эта планетарочка. Давайте посмотрим, она есть в 1DQ? Так, она есть. Она есть, слава богу. Нам надо сколько штучек? Нам надо 23 штучки. 23, так, все, понятно. Это как бы, это копейки. Открой чертеж и выбирай по очереди линии. Смотри, где дешевле. Я так понимаю, я не на татаре это должен делать. Вот, соответственно, мне сейчас надо, сюда будет еще... сейчас мы когда определимся... Что с чем? Мне надо будет сюда сейчас какой-то индусик будет пригнать еще. Юра, расскажи про гунов. Архон говорил, там караул у вас. Китайцы давят, и в столице была диверсия с клонилкой. И все окей, гуны непобедимы. Но некоторая диверсия была на самом деле, но не сильные последствия от нее произошли. Уже все в принципе нормально. Китайцы не то что давят, они не давят гунов, они просто как бы чуть-чуть задавили массой Б2, то есть на севере. И как бы с гунами вообще все нормально. Ну да, была диверсия, то есть хлопнули довольно-таки много клонов, вот, но не всех. И уже большая часть людей восстановились касательно клонов, импов. Была забрана часть небольшая ассетов с одной из корпораций, которая входит в гуны. Ну и все, как бы каких-то серьезных там последствий нету, поэтому гуны летают. Тут сегодня мы на стратоп вылетали, фортик фратов спилили, поэтому как бы ничего страшного для гунов не произошло. Привет, капсулеры. Юра, такой вопрос. Почему не могу открыть отсек флота в Рорке? Скорее всего, в Рорке не стоит такая штука. Смотри, вот есть два таких переключателя. Закрыт. Если, короче, вот они вот такие серенькие, то, соответственно... Так, тут кто-то прилетел. То, соответственно, никто не может открыть. Ни члены флота, ни члены корпорации. Если вот эти два бегунка стоят открытыми, значит, в этот отсек может подключиться и тот, кто во флоте. Если он даже не во флоте, тот только в корпорации, если для корпы. Корпы в гунах уже многие откомпенсили импы, атаку ФРТ отбили. Да, да, как бы... Я так понимаю, что это, возможно, даже была какая-то проработанная заранее акция, но она не получилась. Гуны настолько сильные, что, в принципе, даже вот эта вот нечестная игра и предательство, оно не способно как-то сильно пошатнуть гунов. О, там такой видос, триллиона 2-3 вывели. Ну, поверь мне, не 2-3 триллиона, там гораздо меньше. Там, наверное, может быть, ну, 1,5 триллика. Но для гунов это небольшие деньги. И это как бы, это не гунов даже, а у одной из корпораций гунов.
Нет, там смотри, Сибульба, там получается как? Там у нас сеть этих азбелек, они, короче, ну прям прокачанные в этом отношении. Так, это понятно, это мы купим. Это в наличии есть. Давайте разбираться вот с этими штуками. Нам надо газ С72 и гелиум фуэл блоки. Окей. У нас есть получается С28, С70, С60. С72 у нас нету нифига. Соответственно, и С28 у нас есть. Так, а почему показывает, что у меня его нету? С28 100 единиц. У нас есть С28 4000 даже единицы. А почему он говорит, что нету? Так, я так понимаю, есть линии производства. Сейчас, ребят, пожалуйста, не смеемся, не плюемся, не психуем, не горим. Стример вообще как бы первый раз вникает в производство, поэтому для меня вот это то, что есть какие-то линии, это тоже, так скажем, новость. Так, давайте вот так сделаем, чтобы нам всем было видно, что я делаю. Так, чтобы вам было видно, наверное... Ну, вот так сделаем. Так, нет линии реакции, похоже, да? Вот это, я так понимаю... Это линии и чертежи, которые есть, да? Я правильно понимаю же? Так. Доктор Мессинг, привет. Всем привет, Юра, на фоне четенький хаос, все как обычно. Гуны отжигают, Мита не вернется и Хурдана... Да. Все именно так, как ты говоришь, Жень. Кстати, да, я офигел. Вечерком, по-моему, это было воскресенье или понедельник, но что-то вот на днях. Захожу на стрим Империума и вижу там Митани, и мягко говоря, такой в шоке. Ну и послушал так вкратце, что они там говорят, и я так понимаю, Митани потихонечку будет вливаться, возвращаться во всю движуху. Так, но нам надо другое, нам надо реакции, да? Может, вот это? Нет, стоп. Формула реакции, правильно? Нам надо вот это. Это же реакция, да, это формула реакции, да, формула реакции. Нам надо сейчас не чертежи. Давайте смотрим. Где мы это можем найти? Насколько я понял, надо именно вот так было сделать. Так, понятно. Реакции, скорее всего, делаются... Так, на текущей станции есть? Вот. Реакция есть на текущей станции. То есть на Татаре мы можем делать реакции. Так, линия — это количество одновременных работ. Нет, завода под реакции. Выбери все доступные станции. Тогда поддержать... это не я. Так, а что получается? Это мои доступные линии, да? Или что это?
Ну вот смотри, мне надо, получается, вот эту вот беду. Скандиум, металлофлюрин, реакшн формула. Как мне... ну я тогда, я понял. Скандиум. Вот, вот, отлично, есть. Скандиум. Вот это вот что такое? Это 2 чертежа. У них, я так понимаю, есть прогоны, да? Одумайся. Apple Palantir Keepstar. Йодик, неужели это ты? Или я ошибаюсь? Тра-та-та-та-та. Короче, я понимаю, что я ни хрена не понимаю. Это формула. Все, мы на нее джмакнули. Она есть. Как мне посмотреть количество прогонов, которые мне доступны? Ткни на него. Ткнул. Так, x2. Я так понимаю, это не БПОшки, да? Это... Так, стоп, давайте, мне сколько надо-то их назад чекнем. Блин, сложная тема, короче. Мне надо этих штучек 23. Да, соответственно, 23 штучки. Это на производство 5, да? Все, так, 23. Так сколько до хрена этой всякой фигни надо? Ёпарасоте. Реакция не копируется. Все, понял. Посередине экрана надпись над чертежом и по чертежам. Apple, привет, спасибо за подписочку. Привет, привет. Ткнул на чертеж и ткнул сверху справа склад. Ткнул на чертеж. Вот, ткнул на чертеж. Мне надо таких 23. Максимально, что... Вот, все понятно. Мне надо 23. Я не совсем понимаю. Я, получается, сейчас буду как бы типа у карпы, да, это забирать? Но мне же надо это как-то компенсировать. Стоп. Не-не-не, я фигней занимаюсь. Сейчас, подождите. Производство. Мне надо реакции еще попробовать 4 загнать. Так. А у меня производство нифига еще не вкачано. Так. Производственные линии. Синтез боевых. Производство... Так, подожди, что, реакции не здесь? Васприана, ты хочешь сделать, а за один ты ран сколько... Я вот уже увидел, да, ладно, с этим... Я за один ран сделаю до хрена 3000 аж целых, поэтому мне совершенно не надо так много. Мне просто хватит сейчас один ран кинуть даже, да. Вот, одного рана мне хватит за глаза. Все, значит уже не так все сложно. Так, для этого у меня есть... Почему он показывает, что у меня нету этого газа, если он лежит в карго? Я вот это не совсем понимаю. Типа склад. Так, склад комплектующих. Так, что-то где-то здесь я не то ткнул. Почему? Потому что я должен... Справа сверху. За один раунд делаю карго не склад. Переложи материалы на склад. Вот склад у меня есть. Вот он склад. Склад станции.
Есть корпоративные склады, но я же хочу не на корпу запускать, я хочу для себя. Соответственно, принадлежат мне здесь ни хрена нету, это понятно. По реакциям. И типа если это принадлежит корпы, я не могу выставить это на себя, да? Если ты используешь чертежи или реакцию из корп ангаров, то и покласть ресурс надо туда и наоборот. Ага. Так, копии чертежей. Чертежи. Скандиум. $15 лямов. Так, мне по сути это же это БПО? Это я понял, это же формула. Они получаются. Я их себе, я не могу их себе взять. Блять, как все сложно. Стоп, подождите, подскажите, пожалуйста, если не сложно. Я эти реакции, получается, сейчас я помимо вот этих, короче, чертежей, которые я купил, вот этих, сейчас, секунду, где они у меня? Вот. Помимо, короче, вот этих чертежей, я еще должен купить чертежи на реакции, правильно? Юрчик, тебе надо заиметь свои реакции. Я уже понимаю, да, надо будет свои реакции заиметь. Они многоразовые. Ты можешь взять. Так, я типа могу взять. Я, наверное, не могу взять. Я могу взять? Нет, я не могу взять, у меня нету прав. Окей, ладно. Что у нас там что-нибудь продалось? О, у нас продалось. Так, значит. Блять, ну подожди, а это дохрена дорого сейчас будет. Хорошо, если получается я сейчас в чертежи я возьму чертежи, склад готовой продукции, я типа сделаю новичкам, да? И с новичков, по сути, я смогу, я смогу же что-то вытащить с новичков. Сейчас я один газ попробую взять. Ну вот, мы сейчас, в принципе, можем так запустить. Ты даже не директор, не разговаривай со мной. Конечно, кто же, какой же я директор-то? Нет, не директор. Ну, соответственно, подожди. Соответственно, я тогда должен склад комплектации, да, брать этот. И закидывать это в новички. Нет, для меня это не... Хотя... Что делать, блядь? Как это устроено? Так, как копия чертежа ничего нету. Чертежи. Что написано? Разрешено только просматривать предметы. То есть, если я беру чертежи отсюда. Чертеж. Склад комплектующий. Я, допустим, беру в новички. В новички я сейчас закину. Вот это вот чуть-чуть, да? Давайте попробуем. Хотя бы просто как этот. Дальше что, клонилку офнешь? Ну да. Это, конечно, жестко, да. Так, все понятно. Мне надо сейчас в новички закинуть. В новички получу. В новички мне надо закинуть C28 и C72.
C72 у меня, по-моему, был, да? Так, сейчас. У меня нет, у меня был C70 и C28. Сколько там надо? C28. А там же есть в новичках. C60 и C70, все понятно. Давайте C28 надо закинуть 98 штучек. Я потихоньку начинаю разбираться в этом квесте. Так, новичкам. И типа сейчас... Ага. 98. Почему я так пришел? 98. Это получается еще 70. Ну, кстати, не так много газа. Я думал, газа прям очень до хрена надо будет. Не так много. Я закидываю новичкам. И все. У меня получается... Вот этот вопрос закрыт. Мне теперь надо C72. C72, зедрин мы сейчас делаем. Вот эти фуэл-блоки. Так, теперь что такое фуэл-блок? С чего он делается? Ликвидозон копаем. Гелиум изотопы. Heavy water. Стронциум. Так, гелиум изотопы. А мы копаем здесь. Сейчас, секунду. Мы копаем здесь. Так, где наш лед? Так, сейчас я посмотрю, какие изотопы. Гелиум изотопы. Все, отлично. Мы эти фуэл-блоки я сейчас прям здесь сделал бы, если бы у меня была планетарка, блять. Вот это просто столько позиций, надо... Так, ладно, все, давайте по порядку идем. Для производства 5 гелиум фуэл блоков для вот этой штуки. Сейчас я просто сразу прикину, что к чему. Для вот этой штуки нужно будет гидроген. Ну, блять, походу топляка надо будет еще много разного, да? Так, хорошо, чтобы их купить 5 штучек. Они дешевые. 5 штучек. Я уже купил, все, хорошо. Так, газ получается C60, C50. C60 у нас есть. C60 есть, C50 нету. Слушайте, так я понял, смотрите, какая ситуация. Это же все, в принципе, настраивается. Это сейчас просто я туплю, почему? Потому что это первый раз. Хороший совет, сделай Excel-табличку, что для чего надо. Я, кстати, хотел посмотреть вот такую штучку. Capital Armor Plates, да? Как это тут называется? Capital Armor Plates, да. Вот. Вот какая хрень. У меня 5 рун. Так, и мы сразу сможем посмотреть 10-25. Экономия материалов 10. Вот так, по-моему, да? 10 и 25. И что это дает? Ну типа вот это все, что есть, да? Это программуля, я, короче... Какой кошмар, что происходит. Это вам не не F1 тыкать на аномальках, короче. И лопатки переставлять. Это гораздо все жестче. Так, давайте, наверное, начнем с того, что надо подключить аккаунт. Сейчас я быстренько подключу аккаунт свой. Угу. Так, добавлен, короче, мой чар. Что-то прогрузилось. Что-то прогрузилось. Реакции можно варить только в лоу. Почему только в лоу?
Я сначала подумал, что ты объясняешь, как этой прогой пользоваться, а это я сейчас буду тебе объяснять. Райдер, спасибо за то, что есть у тебя понимание, что происходит. Так, Blueprint List. Components. Во я что нашел. 5 рун. 10, 25. А, нет, значит 25. Почему 25 не выставляется, если у него 25 там? Я не совсем понимаю, что за хрень? Зачем это мне надо? Вот это зачем мне? Вот, в принципе, да, я так понимаю. Я так понимаю, эта прога больше даже не для... она для, вот, допустим, сколько я копаю... чего я копаю, какие там датакоры делаю. И, короче, Manufacturing List. Я сюда могу что-то типа добавить в производство и рассчитать, короче, доходность, да, всего это дела. Именно доходность производства. Я вот тоже вот, Михаил, я вот именно сейчас прихожу к такому пониманию, что она мне сейчас очень рано. Мне надо сейчас хотя бы, блин, разобраться, как запустить мне производство вот этой штуки. Давайте вот сейчас, хорошо, я сейчас прихожу в себя и понимаю, так, мне надо купить вот этой штуки, потому что мы сейчас в 1TQ слетаем. Мне вот этих штучек надо купить 23. Покупаем 23 штучки. Отлично, у нас есть 23 штучки этой. Вот это вот мы сейчас переработаем. Вот это мы сейчас переработаем. У нас вот это общей стоимостью получается... не так дорого. Вот эти штучки мне сейчас надо будет... так, стоп. А они вообще тоже продаются? Они продаются, 23 вот этих штуки мне надо. Это будет всего 420 тысяч. Короче, это можно все купить. Но мы хотим произвести, поэтому сейчас чуть-чуть заморочимся. Не Харон, а Херон. Чарон. Построй простой Херон, пожалуйста. Да нет, я хочу именно с капа начать. Давай поговорим на эту тему с Думзи или с Хаммером. Ну... Вне стрима, конечно. Но интересно же поразбираться в механиках. Так, ниже чертежа. Опаньки, ребят. Я еще что-то продал? А, ну да, стопэ, так, я что-то запутался, секунду. У меня... А, вот, у меня уже два этих купили, ё-моё, я что-то думал, что у меня всего на 90 лямов. Все, мы сейчас вообще тогда все купим. Все, что надо, купим. Сейчас ты просто запутаешься, всех запутаешь. Но это не гайд по стройке, это стрим с разборами постройки, типа как это все делать. Короче, давайте к делу. Этих мы штучек купили, это мы сейчас все закрафтим. Нам надо сейчас сделать вот этой херни. Соответственно, так как мы будем на этой базе все производить, у меня скиллы переработки льда не вкачаны. Давайте сейчас глянем, что там у нас переработка. Так, переработка льда. Переработка сырья есть.
Лунопереработка. Вот лунопереработку надо закинуть. Хотя бы в троечку. А где переработка льда? Отдельно же скилл должен быть, да? На этот. А еще столько скиллов, оказывается, надо. Демонтаж, лунопереработка. Где переработка льда? Я нифига... А, вот, кстати, масса введения реакции тоже надо закинуть. Троечку. Переработка льда в науке? Не вижу что-то. Станционная система, инженерная механика, лабораторные исследования, физика, физика, галенский. Этот нет, наверное, все-таки это в переработке должно быть. Abyssal Org, Coherent процесс, валовая добыча, лунопереработка, добыча газа, добыча льда. Вот, кстати, вот это декомпрессинг дорогой. Ёб твою мать. Так, мне, по-моему... Короче, я очень много потеряю, да, по сути, получается, если сделаю переработать. Сейчас мы посмотрим. Я переработаю в минус... Не, ну хотя... Нет, 82%, ну все. Это мне надо столько заплатить, чтобы переработать? Кес, привет, привет. Так, это мне надо сейчас 302 ляма, чтобы просто переработать то, что я вижу, да? Так, а вот эти штуки же мне тоже надо будет, да? Давайте разберемся с этим. Так, вот эти штуки мне надо будет куда? Сейчас посмотрим. Получается, тут тоже газ, гидроген фуэлблок. Тут тоже нужен будет газ, С72. С70 есть, мы копнули. Изогена чуть-чуть. Гидроген фуэлблок. Так, а почему я где-то видел, по-моему, какой-то другой был? Гелиум, все здесь. Два гидрогена. Оксиген, Ноксиум, газ С70, С84. Блин, вот этот весь газ я в ИХшках видел, да. Вот это ладно, вот с этим понятно. С70, С60, гидроген. Вот нам гидрогенов, короче, надо будет наделать. Не, мы только гелиум можем сделать, понятно. Так, и тут оксиген. Короче, оксиген, гидроген, гелиум, изотоп, эти фуэлблоки, соответственно, изотопы нужны будут. Лед мы будем где-то докупать. С50, С60. Хорошо. А где я видел, нужны будет... Так, а это что такое? Так, а полимеры откуда берутся? Вот, полимеры берут гидрокарбон. Это штуки уже получаются... Какие штуки? Так, сейчас я по картинкам посмотрю просто. Короче, капец. Это нифига не просто. Это нифига не просто. Так, получается СО2, силикаты. Мы когда это все перерабатываем, у нас что тут есть? У нас получается есть СО2 есть, силикаты есть, гидрокарбон. Гидрокарбон, по-моему, нужен был вот здесь, да? Нет. Вот да, гидрокарбон. И вот этой у нас штуки нет. У нас нету эвапорит
депозит. Эвапорит депозит у нас нету. Его надо будет докупить. Так, хорошо. Он откуда берется? Осадки берутся в воде с высоким содержанием минералов. Используются для различных целей, главным образом для создания более сложных материалов. Я так понимаю, это тоже с какой-то луны, да? Это лунный материал. Так, ну ладно, начнем тогда с малого. Гелиум изотопы. С72 газ. С72 газ. Нам этого газа надо 100 штучек, да? Давайте купим 100 штучек газа этого. Так, цину пока она цину поведем обратно в 1DQ. Сейчас нам надо будет прыгнуть. Так, с рорки мы все выгрузили же. Подожди. Чертежи. Сейчас я чертежи выкину с карго. Пусть тогда здесь висят. Мы еще потом индусом это подберем. Угу. Так. И давайте сейчас цинку проведем в 1DQ. Сейчас все вот это закупим. И привезем роркой. Ниже чертежа требуемый навык. Посмотри, сейчас, секунду. Ну, я так понимаю, все подходит, правильно? Сюда подходит. Производство КБТ. В уровень 1. Так, производство, где производство? Производство КБТ, да, я так понимаю, подходит, или я ошибаюсь? Желтеньким горит. Это что значит? Так, требования. Требования подходят. Так, а давай сразу тогда... Ладно, мы сейчас вот с этих, с Armor Plates начнем. С Armor Plates начнем. Сейчас мы короче, сейчас построим. По крайней мере, запустим. Включаю варп-двигатель. Так, мне надо сейчас будет... Я вот не знаю, может вот эти вот реакции купить? Потому что... Ну хотя мы тут... ну все, ну да, по скиллам... Я понял, да. Вот эту штуку мы купили. Нам надо, получается, давайте сейчас все купим просто так. Гелиум фуэл блок. Все, сейчас 5 штучек покупаем. У нас нету газа С72. 100 штучек надо купить. Давайте 100 штучек покупаем. Зидрин мы переработаем здесь. Все. Вот эту штуку мы сейчас сможем произвести. Ты делаешь все... Не, я пошел сейчас последовательно. Я сейчас закуплю, короче, вот все материальчики вот так вот по порядку, которые вот нужны. Вот эти. Вот сюда. Что есть оставим. Вот это закуплю. Вот это купил уже. Так. Слетаем это, возьмем, привезем сюда. И поставим одну линию производить вот эти плиты арморные.
Так, здесь мне нужно, получается, гидроген. 5 блоков. Давайте купим. С60 газ у меня есть. Какой у меня есть? У меня есть С60, С70, С32, так, С50 у меня нету. Получается, С60 есть, С50 надо купить. 300 штучек, да? Угу. 300 штучек. Перит у нас сейчас будет здесь. Все отлично. Погнали. Погнали дальше. Для производства этой штуки надо гидроген изотопчики еще 5 штучек. Так. Место кипчик парковка. Включаю варп-двигатель. Так, и нам надо, получается, С70 у меня есть. У меня нету С72. Сейчас я еще раз уточню. С70 есть, С72 нету. Значит, С72 мне надо купить тоже 100 штучек. Как все замудрено, а? Ты смотри, производство. Нифига не простая штука. Но непростая на первый взгляд. Так, ноциум есть, С70 есть, С84 нету. Покупаем 100 штучек. 100 штучек. Так, дальше. Привет, спасибо за фоллоу, привет. С84 есть. Это мы вот эту, да, штуку смотрели? Да. Еще название надо запоминать. С60 есть газ у нас, С70 тоже есть. Сюда мне только нужно купить гидроген, эти изотопчики. Че сразу штук 50 их куплю? Давайте штук 15 на прозапас. С60, С70 есть, С60, С70 есть, все. Теперь вот эту штуку. Купить 5. Так, и С50 газа у меня нету, тоже его покупаем. 200 штучек. Ну, кстати, денежка уходит, не прям сказать, что прям много. Но мы как бы, по сути, там не все это сейчас производим. Так, теперь вот эта штука. Вот этой штуки... А нам сколько надо? В один прогон мы 200 загоняем, а нам надо 450. Давайте вот эту штуку я сразу куплю. 450. Вот эту херню я сразу куплю. Все, так, для производства мы все затарили, поэтому давайте полетим. Полетим, заберем сейчас индусик для минералов. Сразу сюда тоже загоним, купим. Какой-нибудь галенский. Удобнее закупать через оптовую закупку, чтобы каждый раз не жмякать на покупку. Сейчас разберемся с этим вопросом. Окей. Просто у меня же получается... часть материалов есть. А часть нету. Чпоньк. Цена ап. Полетели. Для чего Чарон строишь? Ну, я как бы начинаю путь производственника. Я очень много копаю и хочу производить, ну, из того, что накопал, производить, пускать это в производство. И основной момент в том, что мне нужно, получается, будет от станции, вот сейчас, допустим, я переработаю на татаре материалы, да, мне нужно будет потом гонять от татары, допустим, на СБЛ-ку минералы в большом количестве, это раз. А второе, как бы я, если все получится, можно и 2 чарона произвести. Для чего? Для того, чтобы я мог построить джамфуру Рео.
Джамфура тоже такая штука. Копаешь, 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 копаешь. Вот, и чтобы рорка не гонять, допустим, туда-сюда. Ну и как бы где-то, допустим, мы там в разных регионах живем. Чтобы я мог, допустим, и пользу для карпы принести, и либо в какие-то моменты сам какие-то курьерочки там таскал. Короче, мне нужен чарон для... Как грузовик просто, с татарки переработанные минералы перегонять в азбельку для производства. И нужен чарон, чтобы как бы по цинке прогонять какие-то кубометры груза. Я не про кнопку купить. Все, что не хватает, в оптовку можно самому докидывать что угодно. Блин, я немножко... Видишь, я не сталкивался с таким вот, ну, с такими покупками, поэтому... Чуть-чуть для меня это сейчас все сложно. Так, что мы тут накупили? Вот эту херню мы взяли. Вот это, кстати, давайте сейчас сразу на продажу тоже выставим. По 90. Так, сколько это по грузу? По сути, мы что купили? А, и вот эту штуку еще. А тут вообще как бы все. А, ну там минералы, там минералов много, да. Они будут основную часть. Вот эта вот фигня, она вообще, она занимает прям лайтово. Очень мало. Почему Чарон, если у вас моторское топливо? Потому что мне нравится Чарон, Ирия. Вот чисто внешне, визуально. Я в игру играю, поэтому... Мне не на том, чем удобнее, на том, что нравится. Хочу летать на этом. Да нет, топляк-то... я понимаю, что арк здесь как бы был получше, да, но я же могу без проблем накопать льда здесь, который типа местный лед, продать его и купить тот топляк, который мне нужен. Там не так его много. Мы же, допустим, там летаем и на рорках, и на там макинавах, и на всем другом, там, допустим, на Нитхагуре я летаю, как бы по-любому табличок ты покупаешь. Вот, я и говорю, что как бы тут Ева, ну, для всех разная. Меня прикалывает именно вот по внешнему виду очень, да. Так, что бы мне взять сейчас для этого? Мне, наверное, надо будет рудовоз взять. А, не рудовоз, минераловоз галенский. Это, по-моему, у нас Миасмос, да? Так, если я не ошибаюсь. Нет, Миасмос для руды, а Нейрус для... Грузовой отсек. Зидракис, привет, спасибо за фоллоу, привет. Блин, забыл, как он называется. Есть... Крайс. Грузовой отсек. Для льда. Вот, да, вот эту штуку. Крайс давайте купим. Так, купим Крайс. А, эпиталь для чего? Эпиталь. Для планетарки. Кстати, эпиталь давайте, наверное, тоже купим. И Терон Марк 5 купим. Сейчас мы это все зафитим быстренько. Так, Крайс. На рорке на лед. Ты точно копал лед хоть раз? Да, не раз копал. Именно на рорке, да. А в чем проблема? В чем диссонанс льда и рорки? Очень удобно, очень хорошо. Нет. Рорка как бонусник, в который я складываю лед. Копаю я 12 халками.
Юра, что так донаты долго идут к тебе через Donation Alerts? А ты что-то скинул, да? Сейчас посмотрю, может что-то подзависло. Жень, ну не показывает, что донатик пришел. Не знаю даже. Обычно всегда тут же показывает. Так, подожди. Реферально, насколько страница донатов? Последние сообщения. Нет, последнее сообщение было, ну, приходило 18 числа. Стоит позаботиться подкладкой под микрофон. Да есть у меня поп-фильтр, но, блин, с ним неудобно, он мешает такой большой. Но если прям сильно уж так мешает, я поп-фильтр натяну. Хотел бы посмотреть, как ты копаешь лед 12 халками. Ты можешь это сделать. Есть у меня запись со стрима, я 2 раза уже это делал, и вся запись есть. Крайний стрим посмотри в ютубчике на канале, в трансляциях. Там есть сохраненная трансляция, на которой я копаю лед. Именно под топ-бонусами и халками в 5. Нет, я не ерзаю по столу, он на таком креплении, видишь? То есть микро на этом, на подвесе. Он по столу не ерзает. О, релакс. С днем рождения тебя, с днем рождения, дружище, с днем рождения. Сколько тебе лет исполнилось? Я тебя через телефон отправил. Блин, Жень, не знаю, Donation Alerts сюда приходит, я не знаю, с чем связано. У тебя прям чек высветился, все, что оплата прошла? «35 годиков. Слушай, так мы с тобой прям ровесники. Круто. Я говорю, мне нравится еще Ева, то что здесь возраст игроков это 30+. Ну, в основном, наверное, кто в нулях живет. Так, ну, может быть, да, я вот сейчас услышал, да, этот звук. Я, короче, просто не буду дергать сильно. Вот так вот зафиксируем. Так, Крайос. Давайте Крайос этот как-то зафитим. У нас вообще в фитах есть что-нибудь? У него отдельный... Так, Крайос. Ну, как всегда, нету ничего тут с фитилки. А мы сейчас засимулируем и быстренько накидаем. Что нам надо? У нас... Карго-холды смысла в него нет сувать, потому что у него 70 тысяч под минералы и 42 тысячи под лед. Соответственно, что-нибудь на варп. Соответственно, что-нибудь на варп, на эти инерцию. Так, поэтому варп ускоритель какой-нибудь поставим. 30 они копают, 35 пвпшат, 40 ливают или строят палантин. Ну да. Это дорожная карта, короче, да, игрока в Еву. А до 30 они, короче, несколько раз приходят и уходят. Ищут себя, так скажем, да? Так, вот эту инерту поставить надо. Дополнительный движок. А что, не ставится? А, ставится, подвисло просто. Что-то с интернетом какая-то беда. Видос орка плюс 9 лопат. Нет. Сейчас, секунду, я тебе сейчас скину.
Это вот было недавно, сравнительно недавно. Так, сейчас, 1 минуту. Не то. Вот, нашел. Специально для тебя. Так, ты у нас где? Ты у нас на Твиче. Сейчас, секунду. Я скину ссылочку. Вот ссылочка. Потом на досуге можешь посмотреть. Это именно начало копки Луны. Ой, Луны. Начало копки ледового гравика под Роркой. Так, и сюда его еще, наверное, закинуть надо. Еще один варп. Просто. Нахер такой дорогой? Подожди, что-то это слишком дорого получается. Да не, варп-ускорители что-то сильно дорогие, не хочу я их ставить. Я тогда просто еще одну инертку возьму и доп-двигатель еще. Вот так вот сделаем. Так нам достаточно будет. Наверх я вообще не знаю, надо ли надо что-то пихать. В средний воткнем, ну, шелду. Да тут про лед речь. А ты про что спрашивал? Я про лед и говорил. Хотел бы посмотреть, как ты копаешь лед 12 халками под Роркой. Ну вот я скинул тебе видео, там прям по таймингу. 12 халков под Роркой. Биг Сутенеру, привет, здорово, Дриша. Так. 2 профильных реза поставим, не профильных, 1 емку. Хотя вот это можно, в принципе, все и не делать, но... Ладно, уже воткнем, так воткнем. И МВДшку. МВДшечку. Джузи, привет. Спасибо за подписочку на ютубчик. Так, МВДшечку какую-нибудь... Вот такую. Лезет она? Лезет. Так. Минераловозы. Все сохраняем. Что там надо купить? Давайте купим. Нет, видос не про Луну. Там, если ты посмотришь в ютубчике, там я тайминги делал. Мы копали Луну и потом полетели копать лед. Там же написано, копаю все подряд. Я там и Луну копал, и гравики, и бельт. Короче, все подряд копал. И лед в том числе. Если скинуть 200 лямов, разыграешь сейчас за 5 минут? Да, без проблем. А что разыграть надо будет? 200 лямов? Биг Сутенер, да, я чуть, извини, не увидел это сообщение. Да без проблем разыграем. Софт есть уже, как бы, я думаю, будет от тебя подгончик кому-то из зрителей хороший. Ник Юрий Прудников. Вот он.
Так, все, мы зафитили. В принципе, вот эти штуки я сейчас просто с собой возьму, потому что они мне как бы сейчас особо там и не нужны, чтобы время не занимать, не терять лишнее. Давайте, короче, сделаем так. Вот это закинем вот сюда. Эти просто соберем. И тоже закинем на всякий случай. Так, теперь давайте заберем. О, так, ребят, Биг Сутенер тоже стримит Еву на Твиче. Он изъявил желание разыграть 200 лямчиков для вас. Поэтому сейчас, секундочку, я так, розыгрыш. Давайте-ка сейчас плюсуемся и Twitch и ютубчик чуть-чуть подождем и разыграем 200 лямов от сутенера. Нет, давайте, да, давайте 2 раза по 100 лямчиков. 2 раза по 100 лямчиков. У нас будет 2 победителя по 100 лямчика. Пожалуйста, кто хочет, плюсики ставим. Сейчас у нас по Еве 15:51. В 16:00 по Еве проведем розыгрыш. И первый, и второй. Вот, пошли, ребята. 10 участников уже. Давайте, не стесняемся. 2 приза по 100 лямчиков от Биг Сутенера. Ну и, Сутенер, спасибо большое тебе за спонсорство розыгрыша. Это очень круто. Так, что делалось? Давайте активней. У нас 54 человека, только 18 участников. Ребят, плюсуемся. Сейчас скоро будет розыгрыш. 2 приза по 100 лямов от Биг Сутенера. Сашке привет. Когда с ним копали в МП на орках. Ты про Монтоича, да, говоришь? Так, ну уже 21 человек, ребятки, плюсуемся. Сейчас будет розыгрыш. У нас 2 приза по 100 миллионов, которые любезно предоставил Биг Сутенер. Я, если честно, не знаю. Мы так близко не знакомились. Но как зовут, не знаю. Но я думаю, будет как раз повод познакомиться после стрима. Загляну в Дискорд к ним. Так, ребятки, давайте плюсуемся. У нас еще время есть. Вот. Я пока отгоню ссылочку. О, Карабас-Барасвас решил пожушить гуся. Оу, е. Ой, стоп, не догайся. Все, я надеюсь, ты удовлетворил свои эмоции. Так, полетел. Сейчас я пока циночку отгоню быстренько. А вы, ребят, плюсуйтесь. Будет розыгрыш. Включаю варп-двигатель. Что-то поломалось. Все. Так, батя, да ты осьминог, извращенец. Блин, вот что мешает копать на макинавах в 100 окон. Да, макинавы мало очень копают. Ты посмотрел, да, все-таки? Как бы лед еще проще копать намного, потому что он по 1000 кубов накидывает. И мониторить, допустим, переполнение карго проще.
Там на стримах можешь посмотреть, как и луны копаются, как гравики копаются. Там повеселее, грубо говоря. Но мне нравится, по приколу. Макинавы мало копают. Все-таки то ли, допустим, за час там почти 1,6 лярда выкапывать, то ли лярд. Для меня разница существенная, поэтому стараюсь на халках. Я на Макинава, кстати, и пробовал, но мне скучно. Мне скучно, потому что ты тупо залетел, выставился и сидишь. Ждешь. Если, может быть, что-то параллельно где-то чем-то заниматься. Но, опять же, в нулях полу АФК это чревато. Вот, поэтому халки как бы и не скучно, и ты постоянно в процессе, и хороший профит. Луна в 2 цикла, да? По 50 секунд получается, 2 цикла уже надо выкидывать. Так, помимо этого, я еще собираюсь, так сказать... Включаю варп-двигатель. Еще, наверное, 3 лопатки, что в 15 лопаток копать. Что-то я уже, по-моему, вырос с 12. Раньше было, типа, страшно сложно. Так, как так получилось, что у меня покраска какая-то применилась в Фалькону? Или это отражение от чего-то было? Ничего не понял. Так, ребятки, кто еще не плюсовался, плюсуемся. Сейчас 16:00 по Еве, буквально через 4 минутки будет розыгрыш. У нас будет 2 приза по 100 миллионов, которые любезно предоставил Биг Сутенер. Не перегоришь от 15 окон? Да нет, думаю, нет. Это по кайфу. Я как бы так, видишь, я и начинал с 3 окон, грубо говоря. Ну, была орка плюс там 3 каветера. И постепенно по 3 окна прибавлял. Вот сейчас просто еще вот уперся, грубо говоря, в тот потолок, что я готов на 15 окон. Ну, до 40 лопат навряд ли. Это уже просто надо будет, я не знаю, какой-то мега мощный компьютер с каким-нибудь серверным процессором. Не потяну пока что. Так-то смысл есть, Рорка, телепортик, все дела. Ты в гунах живешь? Да, в гунах? Не, Рорка вообще офигенно. То есть, как бы, ты мобильный, не учитывая то, что у тебя там 14 окон, грубо говоря, да, ты мобильный с ней. Ты куда-то, если летишь, там лун там много, они все разбросаны по разным системам. А на 15 окон надо просто или видюха? Ну, я смотри, у меня был довольно-таки простенький компик. 4 окна уже начинало подлагивать. Я, кстати, видел все на начальных стримах моих. Я сейчас взял, получается, AMD Ryzen 7 2700X процессор, SSD-шник, 64 гига оперативы и 3060 Ti карточка. И в принципе, ну, копательные стримы у меня запущено 13 окон. Это Рорка плюс 12 лопат. И получается стрим. И это все тянет. А если, допустим, стрим не подключать, то я думаю, и 16 окон вообще в легкую потянет, как бы. Ну, вот такая сборка. А уже что-то туда выше, туда, там надо уже будет что-то такое посерьезнее по железу. Больше лопат во вселенной лопат, да-да-да. Снова тут ходил на уроке английского. Цибульба. Привет. Еще раз. Ой, Ньюмани также говорил про альтов, что никогда не будет второго окна и ПВП. Это не для него. Посмотри теперь, что творит. Ну да, вчера смотрел, как он ПВП шел, летал. Флойку убил, потом с Сабром мстил. Молодец. И главное, оператив много. Да, согласен, оперативы прям поджирают. Но если много окон, надо. По видюхе не надо прям много. Ну, а соответственно, если много окон, то и процессор надо. И оперативы. Видюха, в принципе, она как бы не особо важную роль играет. Ну и SSD-шник обязательно. Так, все, давайте, цинка готова. Ну сейчас розыгрыш проведем, у нас 1 минутка. Ребят, кто еще не заплюсовался, плюсуйтесь, пожалуйста. У нас розыгрыш
У нас розыгрыш от Биг Сутенера. Я тоже 4 года в одно окно играл. Сейчас 9 аккаунтов. Да-да, поначалу, пока ты разбираешься в механиках, оно как бы одно окно, да. Но мне кажется, в целом Ева это такая игра, в которой одно окно, оно как бы... Это игра не про одно окно. Ну, вот честно, вот, это вот мое мнение. Поэтому здесь как минимум 2 окна. Это уже хорошо. Даже вот в связке, если у тебя есть кара, но тебе по-любому надо что-то вот такое, да, фальку какую-нибудь сыночную. Если ты чисто на рорке летаешь, но тебе по-любому хотя бы какой-нибудь второго альта на винтурке, который может индастриал цену прожимать. Но это как бы, ну, без этого вообще никак. Так, ребятки, все, 16:00. Давайте разыграем. 30 человек участников. Ну, почти половина зрителей. Хорошо. Так, давайте. Первый приз. Так, у меня 16 голов, 36 просто, не помню. Так, ладненько. Разыграть. YouTube. Дэнни NU. Звук жесткий. Дэнни, пожалуйста, напиши в чатик свой игровой ник. Сейчас сразу тебе денежки отправим. И кто еще хочет второй приз получить? Еще один приз на 100 миллионов. Пожалуйста, плюсуйтесь еще разочек. И еще разочек разыграем. Блин, а тут, кстати, неудобно, да, сделано то, что... блин, надо было снова нажать. Блин, сорян, ребят. Еще раз плюсуемся, я просто не так часто розыгрыши провожу. Дэнни, пожалуйста, Дэнни. Вот, все, нашел я тебя. Сейчас, Дэнни, тебе отправим. Какой странный у тебя ник. Ну да ладно. Так, Дэнни, это персонаж. Дэнни, все верно? Твой персонажик? Зергов? Дэнни, все верно? Это твой персонаж? Крусти Геймер, привет. Все, подтверждаю. Перечисли денежку. 100 лямчиков. Все, денежки ушли. Спасибо, скажи Биг Сутенеру. Это он сегодня спонсор этого розыгрыша, поэтому скажем ему все вместе спасибо. И еще... так, как вы быстро сейчас 30 этих плюсиков-то набрали. Ребятки, давайте еще быстренько проплюсуемся. 2 минутки я подожду. И поедем дальше. Сейчас еще один приз на 100 миллионов. Ну, по традиции, наверное, должен Twitch забрать кто-то, да? Ютубчик забрали. Сейчас Twitch. Блин, сейчас Биг Сутенер посадит меня на эти всякие розыгрыши. Мне что-то... Мне может понравиться. Я начну каждый стрим это делать. Во-во-во, как хорошо. Плюсуемся. Шаман, привет, спасибо за фоллоу, привет. Почему хрень? Не, все нормально. Так, еще буквально минутка, и будет розыгрыш. Ну, сразу как оживились-то, ребята, как круто. Отжирает время контента, но... Зато будет у людей стимул, что есть какие-то розыгрыши, возможно, будут поактивнее заходить на трансляции. Будешь маты разыгрывать. Здорово, салам, руку пожал, приподнял. Лига, привет, дружище, привет. Ты попробуй в записи поглядеть стрим с розыгрышами.
Но я вообще стараюсь на все стримы свои тайминги выставлять, уже, ну это на ютубчике, правда, да, чтобы, если розыгрыш, ты можешь его пропустить тупо, там, жмякнуть один раз. Такушки, 41 человек, прям вы рекорды бьете. Итак, все, у нас минутка прошла. Ну, лайков это вот вопрос к вам. Почему вы лайки не ставите? Для вас это пустяк, а для меня приятно. Ну и как бы и статистика ютуба, там алгоритмы, все дела, они как бы начинают более продвигать стримера активней. Соответственно, стример чаще начинает стримить. Так, все, плюсики проставили. Ребят, давайте разыгрываем второй приз. И побеждает у нас BDS Tattoo. Прикольненько. BDS, пожалуйста, напиши свой ник игровой в чатик. И я отправлю тебе денежку. Так, пока антокнемся. Я же не забрал, блин, капец. Отвлекся. BDS, пожалуйста. Разрешение получено. Окей. Так, автосылка. Все, уточняем. Фраты, ну да. Пометка, что розыгрыш, я думаю, она будет обязательно. А то этот. Служба безопасности такая посмотрит, скажет, что за дела, да? Ну, кстати, мне тоже надо пометить. За розыгрыш на стриме. Все, отправляем. Денежка ушла. Скажи спасибо Биг Сутенеру. Это он сегодня был спонсором розыгрыша. Ну и от меня тоже спасибо большое. Сутенер разбавил немножко стрим. Вот, и людям приятно. Ну и мне в целом тоже в таком формате с людьми пообщаться. А, кстати, Биг Сутенер, а мы с вами враги? Просто с меня же тоже, наверное, могут спросить, да, типа, а что это ты... плюса? Не, тогда все отлично, тогда хорошо. Так. В этом случае пометка понадобится обоим. Да-да-да-да, это очень хорошо, что человек это заметил. Так, давайте-ка сейчас закинем то, что мы накупили. А вот эти штуки же тоже типа для производства, да? Давайте, и датакоры, вот это тоже я сейчас все... Ой. Так, у нас получается 1500, да? Куда это все засунуть? А вот сюда и засунем. Сейчас я просто где-то 1014 воды уберу. Даже много нет. Можно даже просто на 4 убрать. Сейчас. Нам надо 1500. Да, все. Топлячок сюда. Так, и еще раз. Загружаемся. И летим на ценочку нашу. Это планетарка, это что-то там, по-моему, сканил где-то тоже. Ну, скорее всего, это все пригодится. И слэшер тоже заберем. Так, все, ложим в корпангар. Блять, опять что-то не залезло. Почему?
1500 было. Давайте он 10 берем. Так, все, загрузились. Замечательно. Все, полетели. Полетели запускать первое в моей жизни производство чего-то там. DG плюса с гунами, насколько я помню, да. Так, и полетели. Полетели. Ну, пока плюса, я так понял, насколько я понял, там, по-моему, вы переезжаете через нашу территорию, да? И вот на момент проезда, грубо говоря, транзита, вроде как заплюсовались, да. Ну, я такую информацию слышал, но это было давно. Возможно, что-то уже, возможно, поменялось. Так, мы благополучно прибыли. Теперь нам надо... Теперь нам надо это все закинуть в склад. Так, нам надо чуть-чуть, получается... Блин, надо потихонечку чего-то там переработать. Я просто вот думаю, может быть, все сразу переработать. И пусть это у нас начнется уже такая производственная база всего. Ахак, зашел я в ассеты и листаю, что по станкам лежит. Смотрю, а в 3DM у меня лежит Танатос. Куча бустеров, файтеров и батареек. Ну и подарочек. Это еще со времен, когда была пчелиная война. Капец. Так, что-то... О, кто-то сзади. Спасибо большое, спасибо. Спасибо за покрасочки. Что они у нас стоят? Ух ты, шок. Ну вы прям меня балуете, ребят. Спасибо большое. Эти покрасочки пойдут тоже на розыгрыш, если ты не против. Это пойдут покрасочки на розыгрыш. И мы, наверное, в конце стримчика давайте их разыграем. Спасибо большое, спасибо. Так, ну мы всегда были плюсами, начиная с переезда с юга. Вроде сейчас нормальные отношения. Насколько я понимаю, сторона дичей хочет остаться плюсами. Ну как сейчас двуполярный мир, то мы выбираем сторону гунов. Понял? Понял? Ну это правильно. Что-то тут у меня скрипит. Ну ладно. Так, ладненько, давайте все-таки посмотрим в сторону переработки. Я так понимаю, нам надо... блоки мы не перерабатываем, понятно. Это не перерабатываем. Нам надо 302 ляма. Это из чего? Стоп. Не-не-не, не надо нам все перерабатывать. Давайте тогда чисто по руде. Нет, я думаю, надо переработать все равно, потому что я именно здесь, в этой системе, на этих станциях буду производить. И надо заморочиться с переработкой именно здесь. Так, получается... 302 ляма. $302 ляма.
Да хрена бы с ним, в принципе. Я думаю, это можно даже как-то более эффективно переработать. Что если чекнуть сейчас? Я чекну, в Карпе у нас был Михаил, который занимался переработкой. И у него прям топовые скиллы в это вкачаны. Желебей, привет, привет, привет. Как же сделать? Миша тут? Миш, а ты в 7G можешь перерабатывать? А у тебя там альт есть? О, а можно переработать, попросить тебя? Да, Сань, да. Да, летал, на Минакабе сегодня летали, да. Да-да-да, видал. Я еще заметил, что мы и туда, и обратно с тобой отлетели. Нет, ну в смысле мы запиливали, когда сегодня фратом фортик вместе. Саня был на дреде, я на Минакаве летал. Миш, а ты можешь плюсик скинуть в Карпу, на кого контракт с рудой кинуть? Да, видишь, я первый раз Спиринов, переработка нужна. Так, и что у нас там по... Ну да, продавал. Сейчас вот производством разбираюсь. Вот как раз таки накопал и льда, и там и луны, и таких гравиков. Сейчас вот переработать надо. Ну все, давай. Угу. Так, Аристарх. Аристархос оф Самос. Ага, вижу. Так, ребят, в общем, мы сейчас выставим это все. Так, создать контракт. По-моему, самый лучший вариант сейчас... выставить на переработку топовому рефайнеру. Так, 4 недели, все, описание по желанию. Так, все, далее. Готово. Все скинули. Миш все скинул. Так, привет всем добра. Ну-ка. Медальку поставь на переработку. Ну, видишь, Вань, я сейчас... Пока, видишь, там скиллов очень много на переработку, на самом деле. И есть в корпорации люди. Этим и прекрасно, Ева, и коллектив. То, что ты всегда можешь обратиться как бы за помощью. Человек... Так, все, контракт принят. Отлично. Человек тебе, если кто скиллы прокачал, он тебе все это просто отрефанит. И все, ну, как бы денежку заплатишь. И спасибо потом скажешь. Вот, пока свои катаешь. Юр, привет, всем добра, всем бобра. Всем бобрового вечера, да. Это сарказм, конечно. У тебя 15 окон копалок, и ты первый раз перерабатываешь. Уфик, да, вот продавал все время руду. Я очень долго об этом говорю, что надо производить. И наконец-то к этому подхожу. Потому что халки уже вот этот месяц окупились уже исками. Вот, халки прокачались. Поэтому в дальнейшем будет только переработка и производство. А до этого, да, продавал. Покупал одно, второе, третье. У нас даже как было на стриме. Я накопаю там 3-4 миллиарда.
Полечу, куплю, короче, оровские стрипы на комплект лопаток. И, короче, вот так по чуть-чуть вот это все таким макаром происходило. Кстати, если будет еще хлам, могу скидывать на розыгрыши. Да, давай, будет круто. А куда ты девал то, что ты выкопал? Ты что, компресс руду продавал, что ли, в 1DQ? Да, контрактом в 1DQ выставлял на ЦЕО, на производственников наших. Красавчик прикольный ты. На переработку бонус в нулях. Да, на Татаре там, кстати, довольно-таки получается нормально. Так, 335. Ну... Так, сейчас нам надо будет выкупить. Это за стоимость, получается, рефайна. Но у нас там получится сейчас миников на побольше. Так. Мне надо сейчас где-то хотя бы, чтобы один у меня купили. Так, где он на этот? Можно цену изменить? Как редактировать? Вот изменить ордер. Вот, давайте поставим по... Сколько там осталось? Давайте по 80. Может кто-то сейчас купит побыстрее. Oracle, привет. Привет. У нас здесь татарка стоит, именно самой вот этой дорогой ригой, которая самый максимальный дает процент к переработке. И система, получается, производственных цитаделей стоит с ригами, самыми такими, которые выгодные, и с низким процентом. У татарки свой бонус больше, и рига там стоит на переработку, которая не дешевая, так скажем. Босс, привет! Спасибо за подписочку на YouTube. Присоединяйся. Так, чего мы сейчас ждем? Я, ребят, скажу сейчас быстренько, буквально на 1 минутку налью чайку себе. Вот, поэтому не уходите. Я буквально на пару минут. Можете тоже сходить налить чайку. Там, сделать бутик. Потому что сейчас уже будем запускать производство армор плиты.
Так, чатик, я снова здесь. Налил себе зеленого чайку. Наливайка, привет. Здорово. Татара 102 Рига 96,6, это Норка 87,2. Ну 3% на самом деле такой существенный бонус. Ну, как по мне. Так, сейчас я быстренько отгоню цинку в 1 DQ. Включаю варп-двигатель. Да, Миш, сейчас мне чуть-чуть не хватает. Сейчас я быстренько продам что-нибудь. Ну я тоже смотрю, что-то много. Спасибо, спасибо, Миш. Сейчас буквально 5 минут я заберу. Флангела, Астерка, спасибо, спасибо. Это чей? Чей это альт? Я не совсем, это даже не совсем понимаю. Но все равно спасибо. Астерка тоже будет разыграна, потому что она в жите. У меня потихоньку пополняется банк розыгрышей. Спасибо большое, да. Обязательно разыграем. Я просто тебя, если честно, первый раз... Я вижу ник, и я вижу, что я тебя в Дискорде не видел. И как-то мы не коммуницировали. Я заметил, что это там чуть-чуть больше месяца в Карпе. Но, возможно, еще просто не было возможности познакомиться. Поэтому сорян, если как-то не так получилось. Все, буду иметь в виду, что это твоя основа. Угу. Включаю варп-двигатель. Я вернулся только недавно в Еву после пару лет перерыва. Знакомо, знакомо. Это мой уже третий исход назад. Тоже два перерыва больших было у меня в свое время. Ну вот. Ну вот третий заход получается самый интересный для меня, самый эффективный, потому что ну прям очень много чего получилось уже в игре получить. И на самом деле я для себя уже глубоко раскрыл эту вот тематику, когда только начинал в далеком там 2007 году. Как бы хотел, да, всегда быть многоконником, копателем, но там и я помоложе был, и как бы и средств особо не было там на проплату большую по лопатам. Ну вот и так получилось, что вот сейчас мечты детства сбылись, так сказать. Я майнер, мультиоконник, это как бы интересно. Это для меня интересная Ева, которая, в принципе, еще, наверное, долго не надоест. Хотя вот сегодня летали на этот, получается, дреды, кары, факсы. Опять в составе Капитала. Я это все поснимал. Очень красивые кадры. Я, правда, сделаю еще один видосик с этими пролетами. Летали мы на запил фортика. И, ну, этот контент тоже интересный, кстати. Вот именно капитальные какие-то перелеты такие массовые. Мне понравилось. И это я вот уже второй раз участвую в такого рода полетухах. Тоже интересная часть. Ну и, соответственно, вот Ророчка наша любимая. Халки, это тоже очень интересно.
У меня было 2 захода на копателя производственника. Сейчас 3-й заход. Флангел, а сколько у тебя лопаток сейчас? Поделись, пожалуйста. Вот что там происходит с Титаном? Вот Левиафан, кстати, вот из Титанов аватары, это уже, вот на мой взгляд, прям попса не очень интересно, да? Эребус, ну слишком он такой зализанный. Вот Левиафан, допустим, как по мне, тоже Титан, наверное, на который я и буду идти в свое время, то есть и в постройке, и в скиллах. Я все свои старые аки слил в банки. Они все были не пойми как качанные. Сейчас создаю 6 новых. Они совсем зеленые еще. Ну, в принципе, если ты 6 новых делаешь именно с 1 миллионом СП, я надеюсь, ты так и делаешь. По реферальной ссылочке, все как нужно. Там уже у тебя, в принципе, копалки сидят на каветерах. Сразу на каветерах. Плюс, если ты сразу их в оровские стрипы обуешь, ты, в принципе, уже довольно-таки самодостаточно можешь копать в довольно-таки больших объемах. Так, мы, короче, ждем, пока у нас купят, блин. Какой-то один имплант. А у тебя окна окупаются без либо скиллов? Да, Зедракис окупаются. Окупаются, но смотри какая штука. Они окупаются примерно за 10-12 дней копки. То есть это окуп, имею в виду, вот ты накопал 30 лярдов руды. Именно в том отношении, что ты накопал 30 лярдов, которые ты можешь вот прямо сейчас продать по контракту, допустим, там, производственникам в Валенсии. Вот это примерно за 10-12 вечеров делается. Но на прошлом стриме мы разбирали такую штуку, что мы же на каждом окошке просто, ну, в определенный момент должны заморочиться, настроить планетарку с циклом, не знаю, раз в неделю. И настроить, получается, вот этот момент со сливом скиллов. И если делать это со сливом скиллов, там получается, ну, лямов по 500 надо будет всего доплачивать. В районе там, ну, где-то лямчиков 500 надо будет на одно окно. А это уже просто за один вечер делается. То есть, если ты оптимизируешь этот момент, ты просто будешь копать вот весь месяц, грубо говоря, себе вот в казну, в плюс. Там, в производство и так далее, вот. Если не делать, заморачиваться планетарка плюс вот скилл, слив банок, то окупается примерно за 10-12 дней. Ну давай так, если прям совсем не спеша, за 15 дней ты окупишь. То есть в моем случае проплата, допустим, 12 лопат, это 30 лярдов всего. О, так. Разрешение получено. Чую, надо что-то сейчас быстренько продать. Фойс, привет, спасибо за фоллоу, привет. А планетарка Трипперс один? Нет, на каждом окошке, на каждом. То есть на каждой лопатке должна быть планетарка и плюс стоять импы под какой-то скилл, который учится, длинный. Вот, и ты просто выставляешь, ставишь скиллы, ну там плюс сколько-то, короче, да. Выставляешь скилл, делаешь перераспределение этих вот эту херню, как она называется, перераспределение характеристик, перераспределяешь именно в этот скилл, плюс 2 импа на этот скилл, и все, у тебя получается там почти 4 банки получается в месяц. Ну, грубо говоря, ты раз в 2 месяца будешь снимать по 8 банок. Но я считал 3 банки в месяц.
А, на каждом лопатке планетарка на 3 перса? Нет, на одного. Если на 3 делать, там вообще нормально получается. Там, по-моему, это даже так все будет окупаться. Я, видишь, я не... честно сказать, не любитель на одном аккаунте, чтобы было несколько персов. Потому что, ну, как бы... Я сторонник того, что если у меня есть какой-то альт, я его должен прогрузить, и одновременно я могу там как отдельно окно сделать. А так делать, допустим, на одном аккаунте там 3 лопаты, нет, не мое, не для меня. Так, надо еще экстракторы забыть, они тоже денег стоят. Совершенно верно, они стоят денег. Но если мы посмотрим вот этот магазинчик, тут есть комплекты такие, когда эти экстракторы очень дешево покупаются. Ну, допустим, смотри, сейчас. Вот. Вот, допустим, за... Где они? Вот. Допустим, смотри, если ты сразу берешь комплектом 50 экстракторов, у тебя 20% уже, да, устаканивается это. То есть вот если экстракторы брать отсюда за плексы, вот с этой скидухой, то очень неплохо получается. Да, возможно, тебе для запуска вот этой всей фермы нужно будет какой-то старт, то есть, ну, может быть, какое-то время покопать, накопать, там, исками подраздобыться, но когда ты это все закрутишь, соответственно, у тебя уже будет... Все это даже не то, что окупаться, а будет еще доход приносить. Вся эта ферма альтов. И плюс ты еще ими будешь копать. Ну, соответственно, ты должен понимать, да, что это будет работать только в том случае, если у тебя все 12 лопаток, все, они просто вот как лопатки. Но, в принципе, у меня они как лопатки используются, потому что они у меня названы все как UP Inc. То-то, то-то. Это чисто шахтеры. И сейчас, если мне нужно будет какого-то нового там перса, да, сделать, мне, по-моему, проще его купить на рынке персонажей на официальном форуме. Ну, допустим, если мне нужен будет еще один, допустим, там, факсовод, помимо мейна, да. Ну, Эдика, понятно, я там проучу там свое, да. Но, допустим, мне нужен будет факс дополнительный, третье окно, именно в которое PvP-шное. Ну, проще, мне кажется, там недельку покопать плотненько, чисто, да, вот для себя, и пойти на форуме уже прокачанного перса купить. Вот как бы с этим я вот как бы вот так больше отношусь. Ну, что такое? Кто-нибудь купит, не купит? Ладно, я сейчас чуть по-другому сделаю. Сейчас мы сделаем чуть-чуть по-другому. Так. Окей. Все. А какой порядок цен на персов? Ну там в зависимости от скиллов. Если чисто как бы профильный, вот чисто вот тут под какой-то определенный шип вкачанный, то как бы цена там стандартная, потому что ну, оно вкачалось и все. Вот. Если это какой-то там разносторонний перс с большим количеством СПшек, ну и как бы и 100, и 150 там, и 300 миллионов есть. Короче, и ценник, видишь, еще зависит от человека. Там как бы есть такой пример, допустим. Человек, допустим, запрашивает столько-то, короче. Ты можешь в ветке форума ему предложить другую цену, которая тебя, допустим, интересует. Так, давайте пока вот это выкинем сюда. Нам по-хорошему сейчас надо будет тут сюда сесть.
и тащить миники. Сейчас мы их заберем. Запустим реакции. Так, а подожди, а я же могу? Я, короче, я свою не могу папку назвать это в корпоративном складе, да? Не могу сделать. Поэтому здесь запароленные эти лежат, все понял. Так, что-то какой-то лаг, капец. Я купил чуть-чуть плексов, чтобы исек получить. Ладно, давайте пока поразбираемся, мы услышим, как они придут. Теперь, допустим, чего у нас тут самое такое, вот какие-нибудь вот такие штуки. Давайте использовать чертеж. О, тут прям вообще дофига всякой планетарки чуть. Вот это вот всякие, это вот все материалы реакции получается, да? Или как это называется? Материалы реакции, да. Их прям довольно-таки много. Так, а у нас... Это мой чертеж, все, я по нему здесь произвожу. Это фиаско, братан. Нам столько до хрена надо учить. Али, подожди. Сирис Про, привет. Спасибо большое за рейд, спасибо. Ребят, всем привет, присоединяйтесь. Мы сегодня разбираемся с производством. Немножко такой статичный стрим, но для многих, я думаю, будет интересный и полезный. Короче, как это все добавить в этот... Почему нельзя... Так, ладно, давайте смотрим. Вот это я вообще не ожидал, что такая будет фигня. Это получается в науках, да? Так, физика электромагнитных полей. Физика электромагнитных полей. Это, скорее всего, в науках. Да, ребят, всем привет. Всем привет. Где у нас наука? Вот они. Физика электромагнитных полей. Вот она, да? Так, физика электромагнитных полей. Эту хрень нам надо в 5. Обалдеть. Построили мы чарон, короче.
Так, электронная инженерия. Электронная инженерия. Это тоже надо в пятерку. Ну, будем заливаться, скорее всего. Я не хочу столько ждать. Ну, либо докупать эти компоненты. Так, и у нас получается... Что еще? Квантовая физика. Ошибись. Квантовая физика. Кто-то видит квантовую физику? Вот она. Книжки не дешевые. Квантовая физика в пятерочку. Так, это чтобы у нас проучить, получается, вот эту всю фигню. Получается 18, 18, 36. 54 дня. Докуплены, я вот уже только их загрузил. Так, ну хорошо. Здесь главное, мы сейчас об этом узнали. Это мы что, вот эту вот паутинку, да, делали? Хорошо, паутинку. Теперь вот эту херню. Давайте по скиллам смотреть. Так, тут все проходит. Организация производства в троечку. Так, это я могу производить. Это тоже могу производить. Вот гравиметрика, вот скиллованная хрень. Это тоже могу. Ну, кстати, вот тоже, да, чертежик. Он довольно-таки требовательный. Научные дисциплины в 5 и организация производства в 5. Я как бы думал, что этого будет достаточно. Сейчас я чекну быстренько, пока ждем плексы. Какие я скиллы. Я буду очень рад, если на этом остановится. Так, все это тоже могу. Это уже какие-то простые материальчики, более-менее. Это тоже могу. Это не могу. Так, не могу. Почему? Потому что мне надо физика гидромагнитных сред в пятерочку, да? И инженерная механика в пятерочку. Так, давайте скиллу открываем. Физика электромагнитных сред. Гидромагнитных, извиняюсь. Гидромагнитных же. Да. Вот это в пятерочку. И что там было еще? И инженерная механика. Окей. Вот вам и производство. Я почему-то... ну, понятно почему. Я этим вопросом не задавался. Я почему-то думал, что это все намного дешевше будет. По скиллам. А тут, оказывается, скиллов для производственника. Мама, не горюй, надо. Ну вот, потихоньку, короче, копаешь. Жень, нету. Не поступали никакие денежки. У меня их нету. То есть, если ты сейчас посмотришь вот здесь. То есть, крайний донат был от кто-то сзади 18 числа. То есть... может, где-то зависли деньги. Может, у тебя не прошел платеж. Вот, поэтому до меня он не дошел. Так, итого у нас уже почти на 3 месяца, да? Ну, понятно, надо будет перераспределение характеристики сделать. Надо будет перераспределение характеристик сделать. Так, тут по скиллам проходит. Ну, наверное...
в службу поддержки надо будет обратиться, Жень. И да, им написать, что за фигня. А то, может, люди сегодня мне на стриме и донатят, а я такой сижу и не получаю их. Ну, хотя не должно быть таких проблем, по идее. Ребята, сегодня кто-нибудь донатил, кроме Жени? Подскажите, а то, может, у меня Donation Alert сломался? Жек, ну 10 тысяч это до хрена, ты чё? Это ты надеюсь, ты рофлишь так. Служба поддержки Гунсфарма. Нет, человек говорит, он кинул 150 рубликов, а они не пришли, я их не вижу. Вот я и спрашиваю, может кто-то еще, если сегодня донатил, вы плюсик поставьте, мы там будем разбираться с Donation Alerts. Почему они не отображают донатики? Да я тоже так думаю, это что-то... Братишка, проголодался, наверное. Я тебе покушать принес. Меша Хатар, спасибо большое. Меша Хатар, спасибо большое за поддержку. Нет, видишь, Жень, работаю донатики. Спасибо большое, спасибо. Спасибо за выбранный этот... за выбранную тему. Блин, 10 баксов. Прям от души. Прям от души, капец. Спасибо большое. Это был байт Сибульба на донату. Да не, ребят, завязывайте. А, это твой ник в Ютубе? Понял, спасибо. А, подожди, Сибульба, но я вижу тебя как в ютубчике, у тебя этот... иконка в ютубчике. А, и все, я, короче, понял. Все, буду знать теперь. Спасибо большое. Спасибо большое за поддержку, спасибо. Так, что у нас? Пришли плексики, нет? Почему-то так долго идут. Час назад Donation Alert не работал. А что там писал, какую-то ошибку о технических работах? Ну, кстати, частенько бывает. Я вот, допустим, если кому-то захожу на стрим, там, Немайру тому же, или там, Хирону, Архонту. Бывает, прям не пробьешься. Раза только там с 5-го, с 10-го проплата проходит. А бывает нормально сразу. Так, что теперь делать со скиллами? Нам, получается, надо, давайте сейчас посчитаем. У нас получается... У нас получается... это 1200, да, СПшек сейчас. Сейчас я примерно прикину. Миллион 280 СПшек. Мы умножаем это вот на раз... 2, 3. О, пришли плексы. 4 на 4. Умножаем на 4. Ну, в принципе, нам где-то сейчас, чтобы с капитальными компонентами с этими разобраться, я так понимаю, это же как бы единоразовое такое вложение по скиллам. По сути, не так много надо. Где-то, ну, лямчиков 6 из СПшки залить. Вот. Так,
Сейчас быстренько плексики продадим. Так, тут, по-моему, есть кипчик. Сейчас мы на кипчик залетим. У меня час назад деньги сняло, но был просто белый экран, и тебе не пришло. Минут 10 назад деньги вернулись снова на счет. А, понял, понял. Юра Прудников не брак, он хороший человек. Так, тут фортика нету. Ой, кипчика нету. Короче, надо где-то какой-то фортик, где есть... давайте вот на вот это слетаем. Где есть рынок. Включаю варп-двигатель. Надо бы продать. Почем плексы продаешь? Почем купят? Мне надо просто принять контракт с переработанной рудой. И уже запустить производство. Разрешение получено. Я потому что поставил на маркет там кое-что продать, и что-то это не продается. МПА, да я как бы... Почем вот оно продастся, блять, оно не продается ни хера. Это сейчас лететь в 1 дикую, походу, на то. Почем они? Ну вот почем сейчас? Давай посмотрим. Давай по 4900. Нормально будет? Ну хотя нет, это будет несправедливо. По 4700. Я бы их сейчас так и так продал. Тогда я лечу туда на татарку, да? Ой, так, татарка, ага. Включаю варп-двигатель. Нет, я же все равно сейчас этот по Байер Дерубу продал. Поэтому если человек хочет купить МПА, напиши этот ник. Не-не, не 500, у меня 100. 101 плекс. Разрешение получено. А плексы же можно, да, передавать контрактом? По-моему, да. Warrior XX, окей. Ну вот, смотри, у меня получается 101 плекс. Я выставляю контракт. Так, частное имя. Warrior. Warrior XXX. Бля. Так, 101 плекс. Далее. По 4700 сейчас. $474. Варя, он все, контракт кинул. Примешь? Блять, я походу наебался. Я в комментарии написал. Ну закинь этот на перса.
Я, короче, написал в комментариях, я тороплюсь немножко, видишь? Ой, жесть. Где я написал 470? Сейчас, секунду. Да, в дополнительных сведениях, не в не в сумму. Ну, закинь на чара, пожалуйста. Так, и разобраться с этой механикой бы еще. Ой. Весело. А я что-то не совсем понял, а как так получилось? А, я в описание, я не в описание кинул по запарке. Эмпа, ты если просто не будешь кидать иски, ты мне напиши, чтобы мы не ждали все, я еще раз плески куплю. Просто вопрос времени. Ждать, не ждать. Так, у нас получается... Все, жду, ага. Спасибо. У нас есть... 40... подлет получается отдельно, да, трюм? Или под блоки тоже? Нет, блоки нельзя, чисто лед, да, получается, перевозить. Причем почему... подожди, лед переработанный уже, да? Да это сложно, да? Я понял уже все, ладно. Давайте сейчас еще быстренько куплю. Сам виноват. Затупил. Ну и хер его знает этот... Как бы из-за мелких сумм люди... нет, все, сорян, извиняюсь. Возможно, что-то было, что-то пошло не так. Все, спасибо большое. Так, давайте я приму контрактик. Все, спасибо, то, что оперативненько сделал. Так, вот наш контракт, принимаем. Так, и чего мы получаем? Мы получаем до хрена руды. Ну вот. Если бы мы сами перерабатывали, помните, у нас было 10 с копейками. 10.07, что-то такое. А сейчас 11 с половиной. То есть 1,5 лярда мы за то, что попросили Мишу. Ну, грубо говоря, лярд мы как минимум сэкономили. Да, понял, бывает всякое. Ничего страшного. А то мы тут уже фигню всякую думать стали. Потому что любые задержки всегда какие-то нервы, да, вызывают. Итак, давайте уже приступать к делу. А что вот с этой, кстати, вот вы с этой вот, допустим, с этими остатками руды, что делаете обычно? На 16 лямов, она почему-то не переработалась, да, у него? Ну, это странно, почему? Так, давайте приступим к нашей Marvin Plate. Я немножко расстроен в плане того, что мне целых... Целых
6 лямов СП надо на то, чтобы построить Шарон. Именно компоненты на него. Так, у нас не хватает тританиума. Но тританиума у меня дохренища в этом. Тританиума у меня дохренища. Так, как нам сделать с тританиумом? Погоним тританиум сейчас. Так, тританиум надо 270. $270 тысяч, да, надо тританиума? Купить 270. Ну тут-то фигня. Ладно, сейчас мы за тритом тогда слетаем. Тоже быстренько. Давайте. Так, трит заберем. И все, и реакции сейчас зафигачим. Да-да-да, все правильно, спасибо. Я думаю, тоже там остатки, в принципе. Ну, хотя в общей массе-то от 11 лярдов, там 16 миллионов осталось, эта фигня. Так, что-то мне эта музыка не нравится. Давайте другую включим. Включаю варп-двигатель. Так, надо будет еще будут. Вот опять же, для чего мне джамфура, да? Скажете вы. Вот как раз таки для вот таких вот ситуаций. У меня в другом конце, грубо говоря, канцеляции лежит до хрена тританиума, наверное, ну, на 300 лямов точно. И мне, получается, этот трит надо будет перевести в эту вот систему, где производственные цитки. Вот, соответственно, гонять это роркой, ну, вообще не получится. Гонять вот так вот индусиком тоже такое себе. О май гад, я уже забыл, как Ева звучит. Год или полтора играю без звуков. В смысле, вообще без звуков? Блин, ну это... Это, конечно, жесть. Без звуков сложно. Включаю варп-двигатель. Я помню, еще ностальгирую. Недавно где-то скидывали в какой-то... По-моему, даже в гунах скидывали, в пингах. Этот... Музыкальные темы, помните еще вот этого 2010 года, 2007, когда вот Ева только-только запустилась? Какие там были саундтреки прикольные. Нет, но речи нет. Если Титан есть, и есть еще альты, допустим, на чаронах, это вообще шикардос. Можно нормально так вообще кубометров портануть. Допустим, ты возьми там 3 чарона, полностью их загрузил и Титаном портанул. Это вообще замечательно. Вот поэтому свой Титан это круто. Но пока что, вот, допустим, как раньше для меня... как раньше для меня было... Рорка, допустим, чем-то далеким. Вот примерно сейчас также и Титан. Ну давай еще посмотрим, что у нас там по Титанам. Левиафан. У меня на Левиафан... ну хотя не так далеко. По скиллам 68 дней. Это тоже можно залить. Ну вот ценник, конечно, 220 лярдов. Это пока очень много. Но хотя вот сейчас производство, копка производства, с этим еще сейчас все разберусь, выстрою цепочки какие-то. Возможно, сейчас, знаешь, чтобы не париться, допустим, там с планетаркой в большом количестве. Ну хотя у меня много лопат, это грех будет не настроить планетарку по-нормальному. Но, допустим, какие-то вещи, чтобы закупать, я же могу всегда, допустим, производить что-то, допустим, попроще, не капиталы, а какие-то там Т1 шипы в массе, да, чтобы все равно, допустим, из лярда делать, вот из минералов, которые ценой лярд,
я могу сделать там лярд 300, да, допустим, там с коэффициентом. То есть это же все равно лучше, чем просто лярд в долгом. То глядишь, так тихом-тихом и Разрешение получено. постройки Титана приду. Что там с Титаном? Примерно так же, и когда начинал играть. Те же 300 дней. Ну, Титан интересно построить. Вот это вот действительно прикольно. Вот тут с Шароном вон паришься, короче. Но мне нравится, кстати, вот если кто-то спросит, типа, что тебе, как производство, что там производство, я скажу, блин, пацаны, это крутяк. Так, а что, я же покупал трит. Я что, не здесь купил, что ли? А, я походу не здесь купил. Да, точно. А давайте сразу лямчик я куплю. Даже может быть лямов 16 сразу. Вот так. Вот. И сейчас погоним его обратно. И если меня кто-то спросит, как тебе производство, я скажу, блин, пацаны, офигенно. Потому что это ни на что не похоже в этой игре. То есть это как бы контент, который внутри станции и внутри логистики. Я вот уже просто сейчас понимаю, если мы говорим про какие-то большие объемы производства, да, и в чем интерес этого контента. То есть даже если мы опускаем момент, что вы не копатель, да, не бурильщик, не добыватель, короче. Вы просто там располагаете определенным количеством средств на закупку минералов, монматов, вот эти все штуки. Вы выстраиваете, да, себе какую-то цепочку. У вас все цитки, а эти цитки вы еще сами ставите, этим заморачиваетесь, да. Это тоже интересно. Плюс вот сейчас, допустим, логистика. Привести все в систему, где ты производишь. Там поставить эти вот реакции, всякую вот эту штуку. Напроизводить вот этих всяких материалов много-много-много-много. Потом запустить линии производства уже готовой продукции. Потом эту готовую продукцию привести в место сбыта. Там поиграться, короче, на рынке, потому что проанализировать количество спроса, предложения, да, может быть, какие-то ценовые войны с конкурентами устроить. Это же настолько круто. А если разобрать, допустим, в рамках Альянса, представьте, производство кипстаров на потоке. Именно вот для нужд Альянса, да, это тоже, блин, прикольно. Короче, это такая, для тех, кто, допустим, даже занимается предпринимательством, торговлей, для них это вообще зайдет. А мне кажется, это даже может для таких людей служить как некоторым тренажером. Тренажером навыков предпринимательства именно в реальной жизни. То есть даже, может быть, если вы хотели бы быть предпринимателем, если вот здесь вы добьетесь успеха, вам может это все просто будет с этими навыками именно анализа, да, вот этого всего расчетов переходить в какой-то реальный бизнес. Ну вот так. Мысли вслух. Потому что много чего здесь надо просчитывать в голове, иметь, допустим. То же самое все. Уметь правильно считать и высчитывать там себестоимость, эти все проценты прибыли. Включаю варп-двигатель. Мне лично Титан не особо нужен. Я имею Титана только ради Альянса, то есть для силы. Хотя получается, что он мне нужен, ведь я им защищаю наши интересы. Ну да. Тут у многих вот есть такая грань, и многие не понимают какие-то вещи. То есть, если ты, допустим, играешь соло, и, может быть, когда-то давно играл и долго соло, ты как бы, когда приходишь в коллектив, ты живешь, ну, по большей части своими интересами, да? Но когда ты уже как бы долго в коллективе,
и уже оброс жирком там более-менее, уже начинает как-то мозг работать вот именно в этом направлении, что, блин, а если, типа, вот как вот ты рассуждаешь, мне титан не нужен, да, я имею его, потому что вот для силы альянса, так вот, он, получается, тебе нужен, ты все-таки уже гун. Вот. А если ты гун, тебе нужен титан, по-любому. Включаю варп-двигатель. Разрешение получено. Так, я что сейчас, кстати, подумал. Мне-то на Татаре не надо запускать эту линию производства, правильно? Ее же будет правильнее запустить на Асбеле. А на Татаре мы сейчас делаем просто вот эти реакции. Строительство это круто. Вот, например, кикимы продавали по 36 миллионов. Я такое смотрю, офигеваю. Беру, строю 300 кикимор и закидываю по 34,9 на рынок. И я доволен. Или, например, пушки для лишаков тоже строил, чтобы выровнять рынок. Да. Причем, если ты именно глобально, у тебя вот скиллы там вкачаны, все это делает, и ты даже реально можешь влиять на рынок прям, ну, полностью в каком-то регионе, да, своем. Так, по миникам у нас здесь готово, но мы это будем запускать на Асбельке. Это есть. Так, давайте теперь по реакциям. Что мы там закупили? А мы закупили, получается, вот эти фуэл блоки, вот эти газы. Так, С28, С32 мы сейчас закинем. Там, по-моему, там немного было. Вот эта штука не нужна. Вот эти газы нам нужны были. И что-то еще было, по-моему. А, нет, это все так. Это мы закидываем в новичкам. Так, вот этих газов сейчас я по 500 штучек закину. Я надеюсь, никто сейчас новичков не вытащит вот это. Так, 500. Все, это закидываем сейчас в новички. Во, вот так. Так, все, это лежит в новичках. Теперь начинаем переходить к вот этой штуке. Текущая станция. Так, скандиум. Мы используем один прогон. Так, у нас не хватает зидрин. Так, сейчас зидрина закинем. Зидрина 25 штучек надо. Так, вот зидрина 25 штучек. Закидываем сюда. Так, склад новички. Новички. Все. Срок выполнения 1,5 часа. Так долго? Так, по логам можно посмотреть, кто вытащил, если доступ есть. Когда наши барыги загибают цены, то обычно стараюсь перед запланированным боем выложить шипа по более адекватным ценам. Ну, это офигенно. Это ты истинный патриот гунов. Но на самом деле это так и есть, потому что, учитывая, какой трек ты записал, я примерно так, насколько я понимаю английский, примерно и понял его содержание, в принципе, на слух. Офигенно.
Так, ну ладно, то что мы начинаем? И это будет у нас целый час, да, делаться? Полтора часа, да? Ну и ладно. Вот это мы поставили производить. Так, теперь давай вот это будем смотреть. Это у нас фуллерение. Вот она, да? Чек. А, так, все. Новичкам. Так, все, тут тоже все есть. Начать. Почему невозможно? Так, давайте разбираться. Получается, я сейчас из-за навыков, где производство, управление, я, получается, не могу, потому что навыки, да, не позволяют. Только одна линия. Так, что у нас отвечает за линию? Так, як пожиті в Дісе, позже фотки. Я гуна 101%. Я пошел в гуны, когда вся Ева была против нас. Блин, да, в Дис кинь, это будет для истории, да, интересно. Я тоже готовлю некоторый ролик про гунов, и это, думаю, будет прям полезно. Так, реакции. Производство кораблей. Бихайв заработал. Это, скорее всего, где-то опять же в науке, да? Научные дисциплины, скорее всего. Так, реакции. Где находятся? Я не пойму. Нет производства, организация производства. Тут нет реакций. Производство грузовых кораблей. Ладно, давай почитаем. Проценты, производство линкоров, проценты, спецкурс Марса, проценты. А вот, дальнейшее развитие навыка управления несколькими фабриками. Дальнейшее освоение навыка позволяет пилоту увеличивать количество проводимых производственных работ на 1. Но у меня в 4 вкачано. А, вот это массовое ведение реакций. Короче, тоже сейчас... Так, получается массовое ведение реакций. И у нас еще спецуха к ней есть. Окей. Мы тогда все это добавляем, потому что нам это нужно. Массовое ведение реакций. Где оно у нас есть? Массовое введение реакции у нас получается... Вот они. Закончено освоение навыка. Сейчас мы чуть-чуть зальем. Закончено освоение навыка. Ну вот в троечку уже залили, и сейчас для четверочки еще кинем. Сколько там у нас получится? Половинку. И переставим прям наперед. Нет, на год вперед скидов.
Нет, тут, кстати, в английском клиенте, ой, в русском клиенте можно без проблем на английском вбиваешь название, он по-английскому ищет. Почему ты перешел на русский клиент? Да не знаю. Видишь, я перешел с тем моментом, что... подожди, я перешел... С тем моментом, что товары должны называться... Да, вот сами товары называются на английском, а остальное на... остальное на русском. Ну, хрен его знает. Ну, почему, если есть русский язык, почему бы его не использовать? Так. Теперь, где посмотреть? Вот. Я, получается, вот, могу сейчас 4 линии вести, да? Понял. Получается, я потом смогу 5, 6, 11 линий, да, получается, на аккаунт. Нет, 24/7 варить я не буду, конечно. Но желательно, чтобы это все было прокачано. Так, ну я так понимаю... Вот мы 2 запустили, 3, 4. Вот эти фигни потом, получается, мы делаем. Ну ладно. Так, метано. Угу. Новичкам. Исоген. 294 исогена. Так, исоген. Но опять же, видишь еще какая фигня. Все-таки надо мне чертежики свои. Свои чертежики обзавестись и уже варить со своих чертежиков. Так будет правильней. Так, а как ускорить время? Ну ладно, это я в скиллах поразбираюсь. Это сейчас вне стрима я посмотрю. Потому что, я так понимаю, скорее всего, есть скиллы, которые и сокращают время этого всего дела. У меня просто обратная история. Перешел с русского на English. Да я, наверное, тоже к этому приду. Потому что все-таки вот по старой памяти намного, по-моему, удобнее английским клиентом пользоваться. Что строим? Пытаемся строить кап-компоненты. Блять, это, кстати... Кап-компоненты. Все. Тяжело говорить почему-то. Именно это сочетание. Это у нас лансаниум. Новичкам. Так, и нам надо Ноксиум 196 единиц. Надо своими обзаводиться минеральчиками. Чертежиками. Сколько? 196. И варить уже как-то более... Так. И 4-я пошла. Ну, типа, сейчас мы ждем, да? У нас, кстати, будет с запасом прям. С запасом. Вот мы сейчас отварили. Отварим, да? Там по 160. Грубо говоря, чуть ли не на 4 черона нам хватит. То, что вот мы сейчас один раз вот этот пропустим реакции. Это нам, по идее, хватит, да, на 4 черона вот этой штуки. Ну, миников у нас, понятно, хватает. Планетарочка есть, но нам это надо сейчас все будет вести. Все будет вести на другую станку. Так, ну как вот сам процесс понятен? Я думаю, сейчас я, может быть, вот этих штук закуплю. Вот это сейчас отвезу на Асбельку. И, наверное, поставим мы уже этот чертежик в этот. Я, главное, сам процесс понял, как происходит. Но хочется сегодня уже поставить вот этот вот комплект из 5 плит. И уже переходить потом к следующим. Пока построим те, которые можем. И, возможно, я баночками дозальюсь недостающих скиллов. Готовь виски. Один чертежик на реакции 20 лямов. Юморс, я понял, да. Но там же как бы в том, что... Вот смотри. Тут число прогонов очень большое, а за один прогон дается 120 этих вот штучек.
А этих 120 штучек, один прогончик, хватает на 4 черона. Ну вот в моем случае, да, поэтому 20 лямов это, допустим, как бы, да, вложение единоразовое. Мы можем просто даже один вечерочек покопать, продать руду и закупиться вот именно чертежиками на вот эти вот реакции. Так, давайте сейчас сделаем следующее. Блин, а я закрыл, да? Закрыл. Закрыл. Сейчас что мы делаем? Мы открываем чертежик и смотрим следующие моменты. Нам надо 1845 мегацита. Где наш мегацит? 1000. А вот так сейчас, вот так вот подвину. Ага, во. Чтобы по миникам определиться, 1845. 1845. Ой. Так, сразу для миников откладываем. Потом нам надо 3690 зидрина. А сразу вот сюда вот так. 3690. О, нормально, лезет вообще хорошо. Так, потом 7200 нотсоума вот этот. 7200. Потом нам надо исогена аж 72 тысячи. А у нас есть только исогена? Блин, исоген, короче, исоген. Это я сколько копал? До хренища руды и до хренища часов. Исогена у нас 212 тысяч, а на производство чарона надо 72. Грубо говоря, почти половина исогена. Так, Серега Беркнев, привет, подскажи, а как вам в карпу еще майнер не нужен случайно? Играю недавно. Только что прилетел на белт со льдом в хайсеке 0.5. Там уже была орка и 3 ретривера. Начал копать, и тут прилетел флот и слил ее. Ну капец. Ты мне сейчас флешбеки ловишь, капец. Ты прилетел в хайсек на лед. Там копала орка и ретриверы. И при тебе ее слили. Короче, какая все-таки гадость это ваша заливная рыба. Эти ваши хайсеки. Там люди страдают реально. Там просто люди покупают за 2 лерда орку. Вкладывают в это большие денежки. Ну как бы свои, да, и время. И потом им просто ее суицидят. Это я не знаю. Это, конечно, жесть. Я представляю, я просто вспоминаю, как мне было обидно, когда мою орку в хайсеке суициднули. А у меня просто все. У меня чем-то заработать на нее нету. Я на нее долго копил. Это жесть. Ну, Серег, смотри, тебе сейчас, если ты недавно играешь, тебе лучше сейчас пройти полностью все миссии Ами, всех агентов Здорово, Ами. здорово, салам, руку пожал, приподнял. Меркацит, привет, привет, дружище, привет. Серег, смотри, короче, тебе лучше сейчас пройти Ами полностью все миссии. В конце, как ты это все пройдешь, тебе дадут 750 тысяч скиллов поинтов еще дополнительно. Параллельно изучишь, что как к чему, немножко и навыками обрастешь. И потом уже я как бы буду советовать тебе только после этого вступать в карпу. Почему? Потому что мы живем в нулях. У тебя сейчас нету того набора скиллов, который бы тебе позволял здесь как-то комфортно жить. Ну, допустим, ту же самую непись фармить или там аномальки, да, на каком-то там хотя бы минимальном иштаре. Вот, поэтому, ну, мой тебе совет, если ты Ами не прошел еще, пройди все миссии Ами, получи 750 тысяч скиллов. Их не обязательно там все сейчас заливать, потом, когда у тебя уже эти скиллы будут. Я думаю, тебе в нулях уже более-менее можно здесь обжиться, там какой-то, может быть, ну тоже, не знаю, тот же Вольф проучить, чтобы и на ПВП летать с ребятами, и на ретривере копать, как-то так. Вот, поэтому, ну, если моим советом воспользуешься, я думаю, ты не пожалеешь. То есть, как бы, и понимание игры более будет глубокое, я говорю, и какие-то уже набор скиллов и навыков для нулей, потому что в нулях, как бы, ну, определенный порог входа в них есть все-таки, ну, если вот для постоянной жизни. Да, Сибульба, я полностью согласен. Нет, в МП, мне кажется, просто более напряжно, потому что там все равно проходной двор, и тут постоянно мониторить надо будет прям капец.
А в нулях что хорошо, у тебя и флот спасения есть, и Intel каналы, и ты понимаешь, что если кто-то красненький, даже нет, если кто-то не зелененький, не синенький, то как бы уже все, ты напрягаешься и улетаешь. Самое дорогое в этих компонентах это минералы. Ага. Юрка, где твоя улыбка? Привет, братишка. Привет, да? Вот она улыбка, вот. Шалом. Юрка, отправляй ко мне в академку. Отожрется тут, потом в нуле отправим. Вот, Серег, вот Меркоцит, видишь, в Твиче? Вот можешь к нему в академку. Кстати, Меркоцит, можешь написать, как ваша академка называется? У вас, наверняка есть ингейм-чат. Напиши, пусть ребята, вот кто новички, возможно, присоединятся действительно к академке вашей и наберутся опыта там. Я, кстати, не понимаю, в чем смысл суициднуть орку в хаях? В нее же, с нее же не выпадает для... Ну, такой есть род контента, просто, ну, людям нравится, когда кому-то не нравится. Вот можно так сказать. Серег, видишь, але Джакта есть. Але Джакта есть. Ну, в общем, вот, я так понимаю, это название академки. Можешь туда этот ингейм чатик, вот в этот ингейм чатик, или это название академки? Ну, в общем, Серег, вот сейчас с Меркоцитом посмотри, что он пишет. Галости. Бетоник. Я понял тебя. Людям нравится делать гадости. Да, есть такой контингент людей, которым нравится делать гадости. Так, я что-то отвлекся. У нас 72 тысячи надо исогена закинуть в нашу перевозку. Так, нам надо закинуть сколько? 270 тысяч тританиума. Давайте тританиум в самый последний момент. Миксалон 27 тысяч надо закинуть. Нет. Даже 270 тысяч миксалона. Ну он, я так понимаю... Миксалон, я так понимаю, он легкий, да? Тоже 270 тысяч миксалона. Залезла. Или не залезла? Слушайте, так... Походу сейчас все миники еще залезут. Так, тританиума 270 тысяч тоже давайте закинем сразу. Ебать, ты чё? Что-то у меня мышка, походу, стала дабл-клик делать. Да, надо мышку менять. Так, 270 тысяч. И перита 760 тысяч перита. Охренеть, перита, походу, самое больше надо. Так, перита. Ну у меня его много. 760 тысяч перита. 760 тысяч перита. Окей. Так, и планетарочка нужна вот эта. Она ни хера туда не лезет, она лезет вот сюда. А вот для чего нам нужен будет Итерон, да? Меркоцит дает удочку. А ребятки уже начинают учиться ловить рыбку. А что такая большая минералка? Тут, наверное, этот... Так, ну придется 2 раза лететь. Хорошо. Хорошо. Так, вот это давайте переименуем. Возьмите название. Это будет у нас минераловоз. Лаки Вика, привет, спасибо за фоллоу. Так, Эпиталь. В Эпиталь у нас залезет этот планетарка сейчас. Название планетарковоз. Капец, планетарка не залазит. Так, центр для планетарки. Вот это залезет? Все, планетарка воз залазит. Это просто будет китаец. Не китаец, а КамАЗ.
Так. Так, чертежики я забираю тогда. Сейчас давайте планетарку. Насколько я понял, мы смотрим в проектах. Так, вот получается. Выполняется. Запущенный кем? Запущенный мной. Вот. Вот так я могу мониторить, получается, все эти... все мои... А где вы прокармливаете? Во, видишь, Меркоцит, как это актуальная тема. Поэтому, я думаю, сейчас ребят у тебя появится. Так, и я вижу время окончания. Все, я получу сейчас вот эти реакции. Но я их все-таки сейчас поеду куплю. А пока я их не купил, нам нужен интером 5 будет сейчас. Так, давайте сейчас тогда отвезем планетарочку. И отвезем... Я положил, да? Окей. Так, у нас есть СБЛ-ка. У нас есть СБЛ-ка, которая именно под это производство. Слушайте, я начинаю втягиваться в тему-то. Не так все сложно, когда начинаешь разбираться. Понятно, что очень много разных нюансов есть. Но... уже какое-то приходит в голову какие-то схемки, короче, такие понимания, как это должно работать. Двигатель. Вот, понимание, как это должно работать, а работать это должно следующим образом. То есть, я, если собрался производить капиталы, и, возможно, там не только там чароны, я просто занимаюсь производством капитальных компонентов. И для этого мне нужно вот этих там 5-6 видов реакций, да. Я покупаю чертежики и просто там кидаю, короче, линии, да. Тун-тун-тун, закинул, у меня реакции отварились, и мне не нужно их постоянно варить. Для моих потребностей мне хватит, допустим, покопать газа разного собрать. Ну, чтобы было интереснее, да. Запустить потом реакции, короче. И у меня просто они лежат в складе для производства этих компонентов. Они лежат у меня все вот здесь, да. Вот сюда их отвожу. Так, выкладываем планетарочку вот сюда тоже. Потом получается что? Потом получается мы копим просто эти минералы. То есть попутно мы даже можем как делать? Мы даже можем так, что вот сессию покопал ты хорошенько вечерочек, сразу сюда отпрыгнул, сюда выгрузил, здесь тут же переработал, и после того как переработал, закинул там производство того-то, того-то, того-то. $52 от Анорки ставил? Обалдеть. Охренеть просто. Чтобы отбить чертежи на реакции, вари первый месяц на рынок. Ну да. Какую-то часть для своих нужда и какую-то... Короче, интересно, слушай, тут, оказывается, можно будет столько всего варить. Еще вопрос. Чтобы я, как бы, ну, время не тратил на это. Объясните мне момент следующий. Объясните мне следующий момент. То есть, если я ставлю сейчас... Я поставил 4 реакции. Я могу поставить сейчас производство чего-то? То есть, именно с чертежей. Реакции и производственные линии отдельные? Ну все, я думал сейчас то, что вот я реакции поставил, я типа не могу чертежик поставить. Если могу, то это вообще офигенно. Так, грубо говоря, мы вот уже отвезли. Имитируем деятельность фур, потому что фурами это все будет гораздо быстрее перевозиться для больших объемов.
с татарки. Ну у меня аж прям это, азарт появился, офигеть. Четко. Разрешение получено. Производство, ивент, реакций, все отдельно. Да, реакции, производство, исследование — это все отдельные линии. Реакции, производство, исследование. А исследование — это что-то связанное с датакорами, правильно? Или это когда ты с оригинала делаешь копию чертежа? Ладно, мы с этим еще разберемся. Сегодня и так эту всю информацию надо переварить, которая поступила. Так, вот, грубо говоря, у нас вот этого всего... Так, открываем еще раз чертежик. Нам, по сути, вот нужно сейчас... Да, нам вот этой штуки надо закупить. И мы можем запустить уже... Так, ну давайте тогда... Сейчас сразу и купим это все. Так, 18 штучек вот этой лабуды. Ну, чтоб не ждать, я хочу все-таки поставить уже. У меня уже азарт. 18 штучек вот этих. А что-то оно все дешевое такое. Ой, 24. 24. Оно что-то все такое дешевое. 24. Что-то... Ребята, кто строил Чарон? Сколько там получается? А, ну там эти, наверное, самые дорогие компоненты, на которых вот этих скиллов дофига в 5 стоят. Ну просто мне интересно, сколько сейчас себестоимость Чарона? 52. Что не день 100 грамм, что не день 100 грамм, а то и 150. Спасибо большое за поддержку. Спасибо большое, Меркоцит. От души. Что здесь 100 грамм, что не здесь 100 грамм, а то и 150. Так, а что я сейчас покупал? Вот это я же купил эту херню. Вот это теперь 86 надо. Купить 86 штучек. Здравствуйте, а ты планетаркой не занимался? Сразу производство? Айба, я планетаркой еще не занимался. Тут, короче, блин, уже мозг кипит, короче, просто скипает. Немножко от вводных по планетарке, ой, по производству. Вот. Планетарка, она несовместима в одном стриме с производством. Так, вот это 3 миллиона. Все, сейчас полетим тогда заберем. Вот это все фигня. Так, сейчас на тирончик быстренько пересядем. Летим заберем и поставим уже вот этот чертежик в работу. Копирование, заточка, с датакорами, уменьшение расхода материала и... Так, ты же на рорке летаешь, в флоте копательный водишь. Неужели ты копал, чтобы копать? Не строил, не возил? Так нет. Цель-то была именно этим заняться, но просто так выходило, что я часто как бы делал большие перерывы в Еве. И тупо мне нужно было все продавать, чтобы какие-то денежки там... Ну тоже вот смотри. Те же самые купить там 12 халков и на халке купить на каждый оровские стрипы. Дофига надо. Потом надо было мне там одно время голем я там зафитил, там купил. Потом я кару купил, потом макинаву купил. Это вот все с того, что я копал. Ну, соответственно, параллельно оплачивал картой. Вот. И сейчас уже просто я пришел к тому, что хватает уже все. В принципе, все есть. Кара есть, там факсы есть, корабли есть, рорка есть, халки есть, все есть. Вот, и как бы все. Вот сейчас я накопал уже тоже на проплату. Я руду продам, проплачу лопаты. Вот, и соответственно начинаю уже углубляться в производство.
А до этого, да, ну так получалось, что некогда было заниматься вот именно производственной тематикой, потому что и скиллов так особо не было. Ну и параллельно чем-то другим занимался. Все сразу не охватишь. Обычно плавно входят люди. Планетарка, потом Т1, потом ивентят. Ну я как бы так и тоже плавненько захожу. Я не прям вот сейчас, что я сейчас делал-то? Я там, кто производством занимается, я там сейчас элементарщину какую-то делаю, которая, в принципе, для них понятна от и до. Вот. Включаю варп-двигатель. Что поделать? Таков путь. Трайпас, как вам нули залететь? Вот в эту карпу постучись. Вот здесь вот в бюллетенях указаны у нас наши рекрут-менеджеры. Они тебе все объяснят. Там есть определенный ряд процедур, которые нужно будет пройти. Вот. Включаю варп-двигатель. Самый хашник устал от всего этого дела. Блин, ну, будем рады встретить, приютить. Тебе надо чего-то просто было попробовать производство. Коветер, Халк. Ну, цель как бы поставлена, все-таки она есть. Шарон. Вопросов-то как бы, ну, сегодня вот мы в целом-то... Единственное, что планетаркой мы не занимались. Но планетарка немножко, на мой взгляд, тоже отдельный такой разговор. С нее тоже начнем. Чарончик там мне нужен, он уже как бы чем скорее, тем лучше. Покупать я бы его не хотел. Но вот таким путем, что мы, да, сейчас докупим до него какие-то недостающие там ресурсы, но построим все-таки, да, и компоненты сами, и из компонентов построим Чарон. Это да. Почему? Потому что он мне сейчас нужен прям, ну, на скоряк. И потом будем потихонечку разбираться. Будет фура, как бы, допустим, пробросить титаном с 1 DQ там в любую систему, мы эту фуру можем без проблем. Да и не с 1 DQ. То есть титаны есть, и в карпе есть, и можно там, я думаю, всегда человека попросить, и помогут. Но таскать, допустим, вот те же самые вот миники там в каких-то больших количествах, с татарки в системе, где я буду производить, на ту же самую Асбельку. Я думаю, вот этого Крайониса, или как он там, ну, мало будет. Задолбаешься туда-сюда. Фура разве порталится титаном? Ну, насколько я знаю, порталится. На Меркацит, да, ерунда. Ничего этот Intel никому не даст. Ну ладно, если прям сильно глаза режет, то давай спрячем. Никому не холодно, не жарко от этого Интела. Включаю варп-двигатель. Фура порталится титаном, ну как мне сказали в чате, я сам не пробовал. Я знаю, что конкретно орка титаном порталится, потому что я орку порталил сам лично. Но я думаю, фура порталится титаном без проблем. Что-то ты меня прям ты меня прям немножко заблуждение. Так, где у нас получается генератор нормальный генератор? Нет, титан может фуру порталить. Это как бы, ну, насколько я знаю, там просто вопрос в потреблении топлива будет стоять. Получено. Нет, орка, как это не Excel? А что такое орка?
Подожди, ты меня не путай. Да, орка это Excel, это же типа, это тоже та же самая фура. Орка это... Господи, где смотреть? А, это L. Орка это L. А Чарон XL. Чатик, давайте уточним еще раз, кто конкретно не понаслышке, а конкретно на личном опыте порталил фуру через Титан. Сидигамен, привет, спасибо за фоллоу, присоединяйся. Все порталится, но я почему-то тоже так уверен. Ой, господи, надо карго же здесь искать. Так, сейчас тогда... Карго-холдеры поставим. Быстренько. Так, сразу МВДшку. Не понял, почему МВДшка не ставится сюда? 50 МН большая? Фуру можно порталить, только что проверил. Все отлично. Орка, да, орка я сам порталил, это точно. Фура это транспортник, для них исключение для портала. Фура это транспортник, для них исключение для портала. Флагель, да? Нет, ну вот человек пишет, что порталится. Меркоцит, говорит, лично проверил только что. Я тоже слышал, вот Сибульба, по-моему, сегодня говорил, что тоже фуры титаном прокидывает. Я тут только по мнению чатика, потому что я сам лично фуры еще не имел и порталится, не порталится, не знаю. Так, где инженерия? Это же малые, да, здесь? Или средние? Средние, по-моему. ПГ, где? Powergrid. Я что-то не то делаю. Да, ребят, спасибо за фоллоу, присоединяйтесь. Сибульба, что, твой цео, что ли? Нет, не мой. Слушайте, Флангель, ты прям вот точно уверен, ты пробовал зажигать на Титане портал, пробовал прыгать фурой, и тебе игра говорила, что нельзя так делать? Или ты так думаешь? Просто у меня была похожая ситуация. Ребята говорили, что парпойка не порталится роркой. Что типа только эти индусы, транспортники и только лопаты. Но в итоге, короче, я взял парпойку, мы прожгли портал, и парпойка порталится роркой, как оказалось. Но орка уже не порталится роркой. Рорка точно порталится титаном, потому что я сам лично порталил. А вот фура, я не знаю, я не пробовал. Вот Меркоцит пишет, что пробовал. Только что проверил. Вот. Значит, Меркоцит, я так понимаю, ты прожег титаном портал и пробросил фуру там. А теперь вопрос, а где ты взял титан? Ты же вроде не в нулях. Церебуса прокинул Чарон. Ну все, вопрос закрыт. Спасибо большое, Меркоцит. Я почему-то тоже в этом прям уверен, что
проблем с этим. Так, а чё за... Почему Рига не работает на ПГ? А, вот она. Я почему-то с другой перепутал. Так, и канцелярочку. Вот эту одну вот к нему еще. О, теперь МВДшка. Где МВДшка наша? 50 МНК. Вот эту МВДшку. И щиточки. Мультиспектрум. ЕМ. Вот так, аккуратненько. О, замечательно. Так, давайте сейчас это все купим. ВХ только крабим. Здрасте, Настя. Это как так? Без нее купим. Есть картинка, где по ценам здесь... Нет, не по ценам. Сама фура, имеется в виду Чарон. Она не умеет прыгать куда-то сама. То есть это просто как Т1 транспортник, только большой очень. И смотри, Бетоник, чтобы ее прокинуть, нужен титан. Вот, допустим, ты андокаешь титан, и андокаешь, допустим, вот эти чароны, там, обелиски, вот Т1 фрейтеры, да, фрейтеры. И, собственно, они у тебя сами прыгать не могут. Но вот они рядом с титаном находятся, и в какой-нибудь системе, там, через там несколько прыгов, куда тебе надо, там зажигают цинку где-нибудь на кипчике. И у тебя, получается, вот эти вот фрейтеры могут... и на титане должен быть определенный модуль, портал называется. Короче, титан прожигает бридж туда, то есть от титана до этой цинки. И вот эти фрейтеры могут, используя этот титан, прыгнуть, как будто они джамфуры, вот туда, на эту цинку. Но вопрос, сколько там хавается топляка, интересно, за один прыг, тоже как бы остается открытым, да? Но я думаю, все равно для экономии времени этого хватает. Короче, если ты имеешь, титан и фуры, ты можешь, в принципе, большие объемы перевозить, прям большие объемы перевозить для себя. Так, что, мы все? Зафитились? Так, не ваша таймзона, но осталось ПВ коллективов, и мы пошли за коннектом в лоу-секе. Понял. Привет, Сокорп, привет. О, ты с Караганды? Салам из Алматы. Да, я с Караганды. Привет, Алмате, блин, Алмату тоже очень люблю. Один из самых любимых моих городов. Слушай, а мы с тобой Сокорпы? Док Эйдж, слушай, я насколько знаю, но мы не знакомы нам в Дискорде, потому что кроме меня с Казахстана еще в Карпе не было никого. Очень приятно, что земляки появляются в нашем коллективе, очень круто. А откуда ты узнал, что я с Караганды? Вроде на стриме сегодня не говорил об этом. Фурок прыгает по титану, на вики написан расход топлива. Слушай, и вот этот вики я пропустил немножко. Ага, спасибо. Так, а что произошло? Я что, удалил? Блин, случайно удалил. У меня мышка стала мискликать. Кинь еще раз, пожалуйста, ссылочку. Я обязательно сейчас гляну. Так, все, вот этих штучек нам не хватало. Всего на 6 миллионов. Блин, у меня такое ощущение, что... У меня реально такое ощущение, что... Себестоимость Чарона прям намного ниже его рыночной стоимости.
2 титана надо, чтобы обе стороны фуры пулять. Зачем 2? Тебе надо 2 цинки. Ну, хотя можно и одной цинкой обойтись. Ты сначала их пуляешь туда. И если потом тебе надо их обратно запулить, ты потом титаном прыгаешь по цинке. Туда, к фурам. Цинку гонишь туда-обратно, откуда титан прыгал. И потом итерация в обратном направлении. Разве нет? Не обязательно 2 титана. Это ты уже прям совсем, короче, когда знаешь, когда жирок вот такой вот уже у тебя там, ты в косяки не влазишь. Тогда да, можно там 2-й титан купить только для того, чтобы обратный транзит организовывать. А так-то можно, говорю, фуры прокинул. По-моему, а нельзя титан, допустим, если фуры рядом, титану прыгать коллективным прыжком, как Рорка с лопатами прыгает, также вот титан с фурами сразу комплексно залетел. Есть с КЗ еще Влад, я долго был инактив, вернулся вчера, по инсте вычислил, что с Караганды. Понял. Ну да, в инсте много фоток карагандинских. Так ты топляка будешь много жечь. Кстати, вот насчет вот этой вот штуки. Мне тоже говорили, пугали, что там до хрена топляка жгется за групповой прыжок. Но я тестил Роркой и 12 лопаток. Даже если я делаю просто как бридж, проходят мои лопатки, а потом я за ними прыгаю. Там, если вот по-честному, плюс-минус то же самое получается. Я не совсем понимаю, почему вы так думаете, что там прям разница такая большая в топляке. Когда ты делаешь групповой прыжок, ну, может быть, там чуть-чуть на каких-то там проценты, да, побольше жирает. Но зато ты не переключаешься между окнами. Вот у меня, допустим, 12 окон. Это мне на каждое переключиться, каждым, короче, прожать вот так вот там на эту херню, использовать бридж. Потом он еще тоже горит там какое-то время, ты бывает не успеваешь, тебе и 2-й раз его надо запускать. Ну, такое себе на самом деле. Поэтому топляк, тем более, если ты еще копаешь лед, как бы топляка этих изогенов до хренища, на мой взгляд, как бы, что там жопиться-то? Групповой делаешь прыжочек и все. Нет, так титан не прыгает вместе с группой. Ну все, если не прыгает, не прыгает. Тогда придется фуры, да, вручную проводить. Включаю варп-двигатель. Блин, это же тоже интересный контент в Еве, вот эта вот логистика. Это ладно, я еще только начинаю, у меня ассетов-то в принципе, ну, произведенных мною нету там вообще от слова, да? А когда их будет много, и это же все занимает место, да, тогда уже фуры прям нужны. Capital Cargo Bay, посмотри, сколько тебе нужно на Харон. Сейчас гляну, сейчас. Джамфура в планах, да, сразу же после Чарона. Будем разбираться, что к чему. Блин, это Трон. Далеко, ладно. Я, собственно, и Чарон-то строю для того, чтобы Рею сделать. Потому что у меня есть цинка, есть как бы другие капиталы, есть потребность в том, чтобы фурой таскать это все туда-сюда. Так, вот сюда нам. Включаю варп-двигатель. Почему именно строить захотел? Ну, потому что хочу этот контент почувствовать, посмотреть, интересно. Кстати, я говорю, офигенно интересно. Вот сегодня вроде кажется 4 часа стримим, мы особо так ничего не сделали, но я вот поразбирался, потыкал, вот у меня в голове уже вот эти, знаешь, блок схемы, короче, как это все вот друг с другом взаимодействует, вот происходит, прорисовывается, и это интересно на самом деле. Может быть, потому что я в целом программист, люблю вот всякого рода таких штуках разбираться. Но это такой контент, который именно вот какому-то определенному классу игроков, он прям будет, ну,
Он не то что будет, он уже заходит очень большому количеству людей. Я даже знаю лично людей, которые уже в Еву наигрались во все вот эти пиу-пиу, короче, во все там стрелялки, и до сих пор уже несколько лет играют просто в доки, то есть они даже не андокаются. Они все там, у них ордера на покупку, бай-ордера, короче, того всего третьего. Ну да, немножко где-то логистикой занимаются по доставке вот этих всех вещей. Ну, короче, занимаются чисто производством. То есть для них Ева это вот некоторый такой вот крафтовый аппарат, где они крафтят всякие такие штуки и продают. Занимаются рынком, опять же, вот эти цифры, борьба с конкурентами и так далее. Вот. Это та Ева, которая, в принципе, я думаю, очень много, особенно новых игроков, не понимают, насколько она глубока, эта вот часть контента, действительно. Итак, ребятушки, мы привезли... Блин, как это звучит неправильно. Итак, ребят, мы привезли, короче, все компоненты. Теперь давайте запустим первую нашу производственную линию. Ладно, 4. Я почему-то, видать, где-то напарился, я неправильно. Хотя нет, подожди, все правильно. Я напарился вот с этими и перита, да, и не привез. Ну, давайте 4 запустим, фиг с ним. Это же вопрос только времени. Так, мне получается надо... Вот, давайте сейчас почитаем вот этот момент, кстати, насколько выгодно, невыгодно производить здесь. У нас получается экономия времени производства от чертежа 20%, навыки, импланты. А, еще импланты есть на производство. Окей, у нас должна быть отдельный джамп-клон с набором своих имплантов. Тоже, вот, да, есть куда работать, куда развивать персонажа. Так и не хочешь тратить свои кровно заработанные шекели? Да нет, не в этом дело. Мне интересно, говорю, этот контент пощупать. Это правда интересная штука. Даже логистику на аутсорс отдать можно. Можно рил не андокаться. Ну да, я, ну как бы знаю, у нас СЭО так, по-моему, играет. Именно в производство. Бонус профиля сооружения 20%, основной модификатор 42%. Отлично. Так, получается, вот эта штука, где? Вот, вот. Короче. Угу. Бонусы профиля сооружения 4%, заводской налог 0,20, пошлина КББТ 1,5, итоговая сумма налога 901, общая стоимость проекта. Вот я не знаю, примерно стоимость предметов 53 ляма. Хотя вроде я... ну там то, что минералы, да, минералы составляют большую часть. Короче, вы как вот эти коэффициенты видите, круто это или не круто? Кто производством занимается? Можно даже не логниться про таких игроков. Он выиграл Еву, он прошел Еву. Да. Ну и кстати, такие игроки до сих пор остаются где-нибудь на форумах, там на Ивру или в Дискорде, и они до сих пор играют в Еву, но даже в нее не логинятся. Это, кстати, правда. А ты на Асбеле? Да, Асбелька. Чатик закрывает. Окей, сейчас, секунду, вот так давай сделаем. Вот. Нет, статейки нету у нас. Ну, наша Карпова, имею в виду. У Гунов-то есть статейка? Ну, там по-моему, налог чуть-чуть подороже, чем здесь. Ладно, давайте ставим производить. Начать. Офигеть, 4,5 часа. Ну вот этот момент, кстати. А почему здесь не обновилось? Подожди. Выполняется. Запущенный мной. Все задачи. Почему его здесь нету?
А, все, то на карпу. Все, вот это, кстати, надо тоже разделять на карпу и мне. Ага. Так, и чертежик ушел. Но он же вернется. Так, и у нас осталось еще на одну плату. Все, отлично. 4,5 часа мы ждем. И будем запускать. Так, или соти. Часто про Еву интереснее читать, чем самому играть. В какие-то моменты, да, соглашусь. Особенно в моменты, когда ты что-то там выгорел, перегорел, и у тебя какой-то перерыв от нее. Такое, да, бывает. А да, забей вообще, там 0,5%. Я даже удивлен. Это DQ? Нет, не DQ. Это в 7G. Кстати, а тебя затронуло один DQ? Кстати, вот нет. У меня там две башки было. Одна под скан, одна под Минакаву. Под факс. И меня не задело. Мои бошки все там. И импы на месте. Там как получилось? Там же ситуация как вышла? Там очень много было джамп-клонов. И там очень много было там импов и так далее. И этот же Джой, он буквально вот прям перед ДТ это делал. И просто сервак не успел обработать даже половины, короче, вот этих вот джамп-клонов. Отрубились сервера. И, соответственно, эта команда, короче, на уничтожение джамп-клонов, она закрылась. И сразу после ДТ, короче, там все включили. И получается, большая часть этих джамп-клонов, она сохранилась. Саулис, вот я, кстати, соглашусь, да, в этом. Вот первые мои потуги в Еве как раз-таки были связаны с этими, с карьерными агентами, хайсеком. Я как бы немножко там упоролся. В Еву на самом деле несколько скучно играть в соло. Вот, ну, лично для меня. То есть это все-таки игра про социальная, про взаимодействие людей. Вот. И когда социальный компонент подключается, ты просто как бы, ну это как, я не знаю, как второе хобби появляется, что ли, такое. Это прям реально интересно. И люди, и процессы, которые в обществе происходят, ну, внутри Евы. Какая бешка на Минакаву нужна? Ну, там на капу больше. На капу и на часть коробок там на откачку. Ну, я не прям вот именно профильно. Я просто то, что мне нужно было на Минакаву, я подтянул туда. Я в Еве с 2009 года. Многое уже попробовал. Просто невозможно участвовать во всех интересных событиях. Деба спекуху сделал, наверное. Или как там Исландии принято. Да, это баг. СП должны были все импы уничтожить вручную. Но это не совсем баг на самом деле. Ну, как по мне. Это просто... как тебе сказать? Вот ты куда-нибудь полетишь, сделаешь варп куда-нибудь, и в этот момент ДТ обрубится. Или, я не знаю, или... Ну, короче, это, мне кажется, просто техническая, нормальная, понятная штуковина. Что когда ты запускаешь какой-то длинный процесс, и сервера вырубаются во время ДТ, я тут не вижу бага. ССП обещали доуничтожать неуничтоженные головы. Но мои не уничтожили. Мои головы на месте. Я помню. Я помню. Так, ребятушки, давайте сейчас, кстати, да, проведем розыгрыш. Ой. Ой. Это не то. Давайте плюсики поставим. У нас сейчас на розыгрыше будет так. У нас сейчас будет. Давайте мы сейчас, короче, сделаем
3 розыгрыша. Вот от ребят сегодня, зрителей, кто-то сзади. Потом мой Сокорп, Флангель скинул Астерку. Вот сейчас мы 3 розыгрыша проведем сразу быстренько. И будем потихонечку закругляться. Так, поэтому переключусь сюда. Вот, у нас будет сейчас Астерка и 2 офигенные покрасочки. Которые довольно-таки так... покраска на Ворм и покрасочка на Драмиэль. Так, ставим плюсики. Вас гораздо больше на стриме, чем плюсиков. 25 плюсиков всего поставили. Чатик, кто не слышал, у нас розыгрыш. Ставим плюсики. Так, а я пока посмотрю, пока вы плюсуетесь. Мне нужно посмотреть, почем чароны. Чарон типа стоит 3 лярда. Вот тоже разброс, да? Кто-то построил? Алекс, привет, спасибо за... Драмель, это хорошо, это 5. Это проигрыш с нулевой. А то никому не превзойти. Я немножко не понял. Это был рофл на Драмель? А чем тебе Драмель не нравится? Здорово, здорово, салам, руку пожал, привет, приподнял. Мы уже здоровались, но еще раз привет. Короче, кто-то построил чарон и продает за 3,5, а кто-то за 3. Ну, 300, грубо говоря, да? Вот теперь интересно, производство чарона, скорее всего, что-то в районе... Ну, наверное, 2,400, да, будет? Жито 2,6. Но жито там вообще как бы конкуренция побольше. Ну, что-то мне по прикидке, допустим, если по нулям смотреть. Возможно, где-то 2,4 я вижу себестоимость чарона. А может еще меньше. Так, ребят, 36 плюсиков мало. Давайте еще проставляем и разыграем. 3 покрасочки. Атавиани, топ-1 пилот Драмиэля. Не играет 4 года. Киллов больше, чем у следующих четверых лидеров. Ну, Драмка, я, насколько помню, раньше, да, ребята летали. Очень-очень много было таких скиллованных ребят. Я когда жил еще, говорю, с 2000 там какого-то, ну, 12-й год, наверное. В Англии-регионах мы жили, в курсе Gypsy Band Альянс. Вот, там довольно-таки популярный был шипик Драмелька. Так, я недавно за 2,150 брал. Вот, Корх, 2,150 это, наверное, какая-то все-таки тема уже минусовая, или все-таки это тоже он продавался в плюс? Ну вот, кстати, вот в этом вопросе и посмотрим. Михаил, да, этот, ну, в свое время в Gypsy Band, да, в бандерлогах находился. В целом, я свой путь в Еве начал именно с корпорации Valhalla Warriors. Вот, и мы были изначально, да, в цыганах. Опа, я так-то тоже был в Gypsy Band. Ну вот, видишь. Даже Ева круглая. Оракл, скажи, еще ты был в Valhalla Warriors. Да не, все нормально, без проблем. Ты чё? Обалдеть. Ну это ж круто, видишь? Я же говорю, Ева круглая. Нормально. Я тебе сейчас покажу, может быть, ты вспомнишь, не вспомнишь, под каким чаром я был. У меня был Рони Колопса. Сейчас, секунду. Рони Колопсо. Так, персонаж.
Вот он, мой Ронни Колопсов. В 2018 году я вступил вот в Valhalla Warriors. И я вот этим чаром играл. Правда, я его потом продал. Году, наверное, так... Наверное, блин... В 2009. Кастинг стрим мой основной чар был. О, Костян, так мы с тобой даже летали. Ай, слушай, прикольно. Костин стрим, я тебя помню. Мы с тобой много летали и PvP летали. Я даже помню рофл, когда ты только начинал водить флоты ФК. И, наверное, ну один из первых таких, не первых, может быть, там второй или какой-то третий вылет был. Мы прошли в гейт, там до хрена, короче, было с той стороны чуваков, и ты просто как бы завис, короче, и никаких целей не раздавал. Ну это прям вот запомнилось. И такой раз, и потом разбор полетов, а все понимают, что, ну, ФК как бы вот, ну, только-только начинает летать, и... Ну да, ступор. Я бы тоже в такой ступор, наверное, встал, будь я сейчас в такой же ситуации. Но я вот помню, это запомнилось. Это вот первые вот такие приятные воспоминания в Еве. Охренеть. Да-да-да, Максим Варакуда был ЦО Valhalla Warriors. Там много, помните, такой был у нас рассудительный питон. Ой, капец, прикольно. Я даже не ожидал, что такое может быть. Ну да, вот такая Евка. Она не отпускает никого, походу. Это если считаем вот с 2008 года мы, да? Вот уже сколько лет прошло, ты смотришь стримы по Еве и, наверное, еще играешь в Еву. Ты представляешь, это просто уже целое поколение, можно сказать, выросло. Или мемуары с интервью, хорош. А, Инферно, я тебя тоже помню. Прикольно, слушай, Макс. Ну, с кем летали вот все это... С кем летали, в принципе, все походу здесь и смотрят меня. Интересно, сколько вот надо было бы еще стримов, чтобы к этому нам прийти? Вот случайность или не случайно, да? Что-то заговорили, опаньки, и словились. Ай, круто. Ладно, давайте посмотрим, что там у нас натикало. 39 плюсиков. Ребят, ну давайте первую покрасочку разыграем на драмельку. Все, давайте разыграть. Андрей Краус, ютубчик. Андрей, скинь, пожалуйста, ингейм персонажа своего. Ник. Я тебе отправлю покрасочку. Что-то сегодня YouTube прям это... Релол? Почему релол? Время было. Андрей Краус, пожалуйста, напиши в чатик твой никнейм игровой. А, это ты? Серьезно? Не, ну тогда хорошо. Давай снова. Хорошо. Все, понял. Так, выигрывает Twitch в Саулиц. Кстати, вот в Саулиц ты прям про драмельку говорил. Целую историю нам рассказал про Атавиане. Это судьба. Е-хей. Так, ник, пожалуйста. Ник. Игровой ник, я тебе отправлю контракт. Все, сейчас, дружище. Секундочку. Так, ник Саулис. Все, покрасочка уходит. Контрактом на частное имя.
Так, на всякий случай тоже пишу. Все, без суммы. Далее. Готово. Так. Первая покрасочка ушла. Сейчас давайте проведем вторую. Жесть. Короче, сегодня нашлись вообще старики Евы. Вы прикиньте, люди с 2008 года играют в Еву. Так, вторую покрасочку давайте. На Ворм забирает у нас Кестас Кат на ютубчике. Кестас, пожалуйста, ник напиши свой игровой. Спасибо, это удачно зашел. Это да. Кестас Кэт, пожалуйста, ник игровой напиши свой в чатик. Я отправлю тебе покрасочку. Кестас 1, все, принял. Петя, а зачем ты... ты свой игровой ник отправил. Я подумал, ты типа за покрасочку. Так, покрасочка на Ворм уходит. Уходит Кестасу. Так, все, уходит. Покрасочка ушла. Все, это спасибо, кстати, кто-то сзади. Он покрасочки эти кинул. На следующем стриме разыграем еще одежку от него. И от моего сокорпа у нас есть Астерка. Так, у нас еще люди присоединились, которые хотели бы провести. Давайте я снова сделаю запрос плюсиков ваших. Пожалуйста, оставляйте плюсики. И сейчас Астерку разыграем. Так, ты хоть понимаешь, что насколько мир тесен, и Ева, и Twitch, и все остальное? Что я зашел именно на тебя, этот выигрыш 1 на миллион, наверное, да еще чтобы с одной карпы, это вообще трэш. Да, я про вот эту вот штуку в жизни я уже давно понял, что это очень-очень тесная вещь, да. Но это круто, я очень рад. Это прям... Настроение мне под вечер подняло прям очень-очень-очень. Ребята, ставим плюсики. Астерку сейчас разыграем. И будем уже на сегодня говорить всем до свидания. $29 вас больше. Вас почти, не почти, вас... Нифига, вас 90 человек в общей сложности. Ё-моё, ребят. Треть только заплюсовалась. Ставьте плюсики. Давайте хотя бы 50 человек на розыгрыш сделаем. Но это в нулях народу много. А ВХ проще. Достаточно быть знакомым с Эдди. А Эдди знает каждого. Кстати, знаешь, это как... Знаешь, в американских фильмах... Наверное, про 80-е, про вот эти вот моменты там из гетто. И вот такое, знаешь, озвучка. Ну да, это в нулях народу много. А ВХ проще. Достаточно быть знакомым с Эдди. А Эдди знает каждого. Вот типа, знаешь, что такой звук? Да, именно этот вайб. Да. Ты вот я как прочитал, у меня сразу в голове такая картинка, образ. Отличный стрим, да, спасибо. Вы тоже сегодня, ребят, супер прям настроение задали. Хотя сегодня ничего так особенно экшена-то не было. Мы такие, сегодня был стрим-дог такой. Ребят, ставим плюсики, ставим. Еще у нас 2 минутки и будем Астерку разыгрывать. Вам надо просто зайти в чатик и поставить плюсик. Чтоб программулька вас увидела.
Вот, вот, вот. Ванька, не покажу. Вот, люди заходят, плюсуются, плюсуются. Так, ну все, еще минутку ждем. Да. 18:35 по Еве и разыгрываем. Я мама 2000. Привет, спасибо за фоллоу. Да там ничего такого нету. Там у меня 2 коробки на капу и на шилду. И не самые дорогие. Там смотреть не на чего. Как бы ты это сам просто поставишь. Я когда по уму соберу все эти головы, я вам обязательно покажу. Могу на рорку показать. А, вот я сейчас на ней, кстати. Вот. На рорку у меня Genolution сет. Медалька. И на ПГ коробка, чтобы фит лез. Потому что фит у меня дуал танк. И это как бы там по ПГ он без этой фигни не работает. А я Сидж включил. Интересно, где ты включил его? Так, ребят, ну все. 35 минут. Давайте разыграем. Итак, Юрий Кочерыжников, YouTube, у нас забирает астерку. Пожалуйста, Юрий, тезка, игровой ник, скинь, пожалуйста, в чатик. Да, Юр, все именно так. Ты забираешь астерку. Свой игровой ник, пожалуйста, закинь в чатик. Я сейчас прям тебе контрактом ее отправлю. Только не говори, что это флангель с Твича. Так, а Genolution зачем? Ну, пока мы Юру ждем сейчас, Genolution у нас зачем? Что у нас дает Genolution? Ну, Genolution, я насколько понял, для капы. Ну, вообще, в целом, Genolution для рорки... Так, увеличить скорость... Короче, тут в целом для рорки полезная штука. Там почитай, там много плюшек хороших. А рорка, она чем дольше живет, тем лучше. Было близко, поздравляю, удачливым. Нажет все понемногу. Некоторые соло Т3 для нее не собираются. Также заходят в этот. Делай реролл. Играл в Еву, но ник не вспомню. Просто поставил плюс за душевный стрим. Все, понял, Юр. Ну, я надеюсь, ты так по чуть-чуть, хотя бы там чуть-чуть в Еву вернешься. Потому что в Евке сейчас очень много нового. Тогда мы делаем реролл, ребят. Спасибо, Юр, что написал. Не стал нас томить. Тогда я снова разыгрываю. И Битаник. Как круто, слушай. Если ты еще здесь, напиши, пожалуйста, свой игровой ник. Сегодня человек просто практически весь стрим с самого начала присутствовал в чатике. И уже не первый стрим я его вижу. И тоже очень рад, что человек выиграл. Слушай, здорово, повезло. Скинь, пожалуйста, свой игровой ник, я отправлю контракт. Антон Маверик. Слушай, какой-то знакомое прям. Антон Маверик. Так, отправляем контракт. Антон Маверик.
все, Астерка ушла. Так, ребят, мне, короче, понравилось. Я, наверное, буду теперь на каждый стримчик все-таки тоже какие-то и от себя готовить покрасочки, какие-то, может быть, плюшечки. А вообще, давайте, наверное, еще... так, я разыграю орку, когда будет на Твиче 1000 подписчиков. Вот у нас там цель, видите, на Твиче цель канала? Вот 1000 подписчиков на Твиче добьем, и я обязательно разыграю орку среди всех зрителей. Вот. Услышите, что я сказал. Если забуду, потом напомните. Вот. В общем, ребят, все. Спасибо большое вам за участие. Спасибо за компанию. Сегодня я думал, так будет скучный вечер немножко, потому что сама по себе тема производства, она интересная, но она больше втачивает. Вот. Но, как ни странно, получилось все очень весело, уютно, по-семейному. Прям вообще красавцы. Давайте, всех обнял, приподнял. До хруста. Пока-пока и до встречи в пятницу. Следующий стримчик будет в пятницу. Все, всем, ребят, счастливо, спокойной ночи. И Twitch сейчас будет рейд. Сейчас мы зарейдим.